Джейс Бурейш Гажану Ишьос, Гажану Бурейш мы. Всем добрый вечер, дорогие друзья. У нас сегодня необычная встреча, это такой специальный формат. Мы задумали, что обязательно нужно сделать вот такую встречу с человеком, который в 20 веке и жил, и действовал, и много через что прошел, и много что наблюдал, и может поделиться своим жизненным опытом, своим творческим опытом, своим взглядом на разные события этого сложного, противоречивого, неоднозначного века, наследниками которого мы все являемся, поделиться своей экспертизой. И я подумал, что, пожалуй, идеальным собеседником нашим будет крайне интересный человек, наш товарищ, наш старший друг Александр Григорьевич Шкляев. Он сегодня наш специальный гость, он будет нашим сегодня героем и свидетелем эпохи того 20 века, о котором мы говорили в рамках этого длинного курса. Александр Григорьевич Шкляев – это легенда удмуртской литературы, удмуртской журналистики. Александр Григорьевич Шкляев – известный, заслуженный удмуртский литературовед, писатель, журналист. В прошлом он возглавлял Союз писателей Удмуртии. Он также имеет звание народного журналиста Удмуртской республики, народного писателя, Удмуртии. Александр Григорьевич – автор нескольких важнейших монографий по истории удмуртской литературы. Александр Григорьевич в прошлом несколько лет был главным редактором удмуртского литературно-художественного журнала, который тогда назывался «Молот». До этого и сейчас мы знаем его как «Кейнеш». И, конечно, мы обязаны Александру Григорьевичу восстановлением доброго имени Кузибая-Герда и вообще возвращение знания о многих очень важных деятелях удмуртской литературы, удмуртской культуры, которые были репрессированы в 30-е годы. И вот благодаря трудам Александра Григорьевича Шкляева мы об этих деятелях знаем, они открыты миру, они снова возвращены в удмуртскую литературу. И если кто-то не возвращен в канон, то, наверное, это дело уже нашего поколения, последователей Александра Григорьевича, эти имена в канон удмуртской литературы возвращать. Я тогда передам слово Александру Григорьевичу, он сделает некий такой доклад по реперным точкам, о которых я его просил, о которых мы договорились, что он будет говорить. Еще раз спасибо всем вам за то, что вы нашли время и возможность сегодня к нам присоединиться. И отдельно, естественно, большое спасибо и низкий поклон самому Александру Григорьевичу Шкляеву за то, что он на это все согласился, потратил свое время, подготовился и готов делиться с нами своим жизненным опытом, творческим опытом и вместе с нами беседовать, передавать свою экспертизу, свои знания. Спасибо большое. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне нравится, что организаторы конференции предусмотрели такой жанр нашей беседы, лекции, живое общение. И действительно, мое выступление будет здесь не совсем академическое, это будет живая беседа, потому что я все же себя представляю скорее как литературный критик, чем литературовед академический. И я воспринимаю литературу жизни прежде всего эмоциями, через наблюдение. Конечно, прибегаю к литературным теориям. И я, приступая к нашей беседе, хотел бы немножко скорректировать Артема и аннотацию, что в изучении биографии Герда и вообще в реабилитации его прежде всего сыграл большую роль Фома Кузьмич Ермаков, потому что ему удалось при реабилитации в 1958 году это было посмотреть все дело. Это много томов, кроме Фомы Кузьмича Ермакова, это дело смотрел только
другой, который сам работал в этой системе правоохранительной, Николай Спиридонович Кузнецов, который восстановил биографию Герда уже полно в книге «Из мрака». И после этого началось уже фронтальное, такое глубокое и широкое изучение творчества Герда. А так, в изучении биографии, да, Фома Кузьмич Чермаков, будучи сотрудником Удмуртского научно-исследовательского института, имел возможность ездить во многие архивы, доставать документы, публиковать, что сейчас, кстати, невозможно, потому что сейчас финансовые возможности ограничены, и мы редко уже ездим в командировки. И вот я начну свою беседу, и, пожалуй, я по снимкам, по фотографиям пройдусь и расскажу, что я знаю об удмуртской литературе. Ведь удмуртская литература не такая большая по объему, но проблем там очень много. И, пожалуй, чем меньше кажется литература, тем сложнее определить истоки, потому что ведь у литературы мало, и кадров литературоведческих меньше. Поэтому мы уже долго изучаем удмуртскую литературу и не можем сказать, что мы ее полно изучили. Да и, наверное, никогда не сможем сказать, потому что меняются взгляды на историю литературы. И вот у нас много же историй, монографий написано по истории удмуртской литературы. Это была первая монография Андрея Сергеевича Бутовина, 1935 год. Она была написана в институте имени Герцена. Руководитель этой работы был профессор Десницкий, друг Максима Горького. Поэтому там тоже что-то есть интересное. Это господствующая тогда теория социологическая, ну, с некоторой такой оттенком вульгарности, а потом история была написана уже в 45-48 годах Михаилом Горбушиным. И вот эта история удмуртской литературы, она была на удмуртском языке написана. Потом уже в 50-е годы очерки истории удмуртской литературы. В 60-е годы опять была создана монография коллективом авторов удмуртская литература. А потом двухтомник, но все же, как это ни парадоксально, наиболее полной историей удмуртской литературы является монография Домакаша. В чем дело? Потому что Домакаш был как бы вне идеологического влияния, когда еще когда работали мы в 70-е годы над историей, над нами действовало еще Ждановское постановление 46-го года, и приходилось ее учитывать, потому что был контроль, была цензура, и мы так объективно, может быть, полно не могли представить. Ну и те монографии, написанные у нас, они почти полностью игнорировали период клерикальной литературы. И поэтому мы начинали литературы намного позже, чем Домакош начинает, с конца XIX века, и даже в 1989 году отметили так называемое столетие удмуртской литературы, считая истоком ее стихотворение Верещагина, которое было без обозначения его авторства опубликовано в очерках, этнографических очерках Верещагина. Это песня колыбельная, но потом мы перестали эти юбилеи отмечать, поскольку появились другие источники, и, в общем-то, с одного стихотворения, как тогда и предположили другие ученые, не может начаться вся литература, потому что был большой подготовительный период. И вот пришла статья Домакаша тогда о первом цветке удмуртской литературы. Это была ода, которая была произнесена во время приезда, во время презентации культуры народов, Поволжья народов Екатерине II, когда она
приезжала в 1767 году в Казань. А потом Домокаш еще глубже заглянул и глубже или шире стал понимать вообще литературу и первыми истоками вообще стал называть первые записи фраз еще на латинском языке и провел аналогию с венгерской литературой, что она тоже начинается с такого рода произведений. И так мы расширили рамки истории удмуртской литературы, и я думаю, что где-то в начале следующего года уже придет наиболее полный вариант истории удмуртской литературы. Ну, а я начинаю действительно с дома Каша вполне сознательно, потому что это полная история, во-первых, и во-вторых, Домакаш, Петр Домаков всю жизнь посвятил, всю свою жизнь посвятил изучению удмуртской литературы, а потом истории формирования малых уральских литератур. И он создал полную историю финно-угорских литератур, российских, хотя вот в этой монографии формирования уральских литератур говорится как бы во всех финно-угорских и уральских литературах, но он оставляет за скобками вот по второй монографии эстонскую, венгерскую, финскую литературу как наиболее изученную. Поэтому Домокошу мы очень обязаны. Я же хочу начать вот как бы таких родоначальников, собственно, уже складывающейся полнокровную удмуртскую литературу с двух имен. Это вот я демонстрирую картину Петра Васильевича Ёлкина. Это картина «Встреча в Старом Мултане в деревне Короленко и Григория Верещагина». И тут надо сказать, что Владимир Галактионович Короленко – это почти наш, ну, не почти, а он может считаться национальным нашим героем. И вот примечательно, что когда в 1918 году собрался первый съезд удмуртов, то в первую очередь они послали телеграмму Владимиру Галактионовичу Короленко в благодарности, что в телеграмму благодарность, что он сыграл в судьбе удмуртского народа выдающуюся роль, потому что именно Короленко своей речи повернул защиту в сторону обвиняемых удмуртов. Вот. И здесь много можно говорить и о Верещагине, и Короленко, и потом все же Григорий Евграфьевич Верещагин, он и основоположник прозы удмуртской, и вот поэзии, потому что целый сборник. Он писал на удмуртском и русском языках. Это выдающаяся личность, но только ведь последние годы с легкой руки Петра Кирилловича Поздеева о нем стали говорить, и уже защищена и докторская диссертация, ну и много других работ, и это интересно. Я хочу какие-то детали приводить, потому что литература, и удмуртская литература, в частности, это не только уже результаты, это произведения, но это какая-то взаимосвязь разных случаев, эпизодов, биографий, судеб писателей. И вот имя Верещагина впервые как писателя было вытащено на всесоюзной конференции в Сыктывкаре, потому что это в Удмуртии сложно было делать. И Петр Кириллович Поздеев, краевед, и поэт, и прозаик, он сделал научную публикацию по результатам или преддверии первой всесоюзной конференции финно-угроведов в Сыктывкаре, и потом о нем заговорили. И вот я здесь показываю другого писателя, выдающегося, очень крупного писателя, который недооценен, он еще не встал в историю удмуртской литературы во весь рост, потому что многое не издано, это Иван Степанович Михеев.
репрессированный. Он сделал большой вклад в воспитание кадров литературных, просветительских, учительских в Казани. Ну, а в годы уже 20-е, 30-е годы он работал, и он был послан в Среднюю Азию, в городе Душанбе и в других городах. И он помогал становлению методической литературы, методической работы, а потом вернулся в Йошкар-Олу. Там он был репрессирован, к сожалению, и вот долгое время он не изучался. Он вклад сделал большой, потому что он перевел вслед за первыми переводами, он сделал свой перевод всех 4 Евангелий. И доктор филологических наук, профессор Валентин Кельмакович Кельмаков считает его основоположником создания нового литературного языка, очищенного или ну, от каких-то непонятных диалектов уже чистого литературного языка. И это он, по-моему, готовит работу по становлению, по переводам этих 4 Евангелий и созданию уже современного, даже современного литературного языка, потому что это был уже чистый, прекрасный, красивый, даже художественный язык. И вот смотрите, здесь дальше идет Павел Петрович Глезденев. Я, может, ну, Глезденев буду называть, могу, значит, имя, отчество забыть. Вот Глезденев – это совершенно выдающийся человек, который стоит у истоков удмуртской литературы и журналистики. Он создал, он владел несколькими языками, он создал газету в 1915 году. Обратите внимание, это особый год, и, значит, губернатор Вятской губернии разрешил ему по его просьбе издать газету, одну и ту же газету на татарском, марийском и удмуртском языках. Вот это «Выльсин». Мы это «Выльсин» переводили как «Новое око», но профессор Тронин сказал, что это не звучит. Давайте мы назовем это «Новый взгляд». И действительно, «Выльсин» вполне укладывается вот этот перевод, словосочетание «Новый взгляд». Вот это было начало, собственно, журналистики. Конечно, до Выльсина Иван Степанович Михеев, он издавал, он вообще-то организатор периодической печати, потому что в 905 году или 904 году на 905 год он издал удмуртский календарь в формате церковного календаря. Он издал, поскольку и материалы церковного календаря, но вложил туда много светского материала. Это настоящий журнал. У меня в интернете есть статья об этом журнале, она напечатана в сборнике факультета журналистики МГУ, и это выдающийся журнал, который потом, такого журнала не было. Вот такой календарь, календарный журнал по датам, интересные материалы, он возрождался в качестве блокнота-агитатора в советские годы, но, конечно, там был узкий такой агитационный политический материал. Это выдающаяся фигура, мариец, по-удмуртски пор, значит, мариец, который организовал вот такие газеты, периодическую печать. Ведь до этого была печать, была вот литература разная, но периодической печати не было ни у одного из этих народов. Даже на татарском языке, насколько я понимаю, первое периодическое издание возникло в Петербурге в 905 году. И дальше я показываю самого выдающегося основоположника, собственно, литературы. Конечно, литература, она развивалась уже, но мы под литературой понимаем как бы уже то полнокровное течение, когда жанры появляются, когда система жанров. И вот вместе с Михеевым, Михеев в 20-е годы еще работал над литературой, пьесу и создал много это пьес, и рассказы. Но вот первые, которые как бы вывели литературу на широкую дорогу, это был Герд и Ашальчио Киль. Сейчас я вам показываю. И это совершенно светлые личности. Кузебай Герд, который, ведь фамилия его Чайников.
чайников, и он сделал себя, много псевдонимов у него было, и он остановился на псевдониме Герд, Узел, Единство. И интересно его вообще начало его творчества, потому что он в село Вовож, в четырехклассной школе учился, и жил он у священника Меньшикова. И, у Меньшикова были дочери, и он жил на квартире у них. У Меньшикова была библиотека хорошая, и он вытащил однажды книгу, с коркой, с надписью на корке, может, я не нахожу слово, Горького. Открыл случайно книгу, и там напечатано, там было стихотворение «Валашская песня Горького». И там есть строки. И такие строки: "И песен о вас, и сказок о вас не расскажешь". Да, это примерно так, как черви слепые живут, и сказок о вас не расскажут, и песен про вас не споют. Я забыл какое-то там начало слова, но смысл понятен. И Герд говорит, что эти слова, а, каленым гвоздем прожгли мое сердце. Я с удмуртского просто перевяжу. И тогда я решил стать человеком, который разбудит свой народ и выведет его на светлую дорогу жизни. И после окончания школы я за 400 километров, может, там и 400 километров не было, но из Вовожа пошел пешком в город Кукарку, который назывался в советские годы Советская, а сейчас снова Кукарка называется этот город. И там он в учительском училище закончил эту школу и вернулся потом в удмуртские края. В 16 году работал, и уже в Малмышском уезде он проводил большую просветительскую и общественные работы. И в 1922 году он уже издал сборник издал, это «Крещи гусляр». Гусляр — это стихотворение, это крещи, там много стихотворений, и, собственно, стихотворение «Крещи», это большое стихотворение, он является таким переводом революционного поэта-скитальца. Скиталец, он из Пензенского края, скиталец, и здесь 145 стихотворений. Это сборник создан под влиянием сборника финляндской литературы, который был издан под редакцией Брюсова и Горького. И этот сборник Герду попал, он говорит, что купил он на базаре эту книгу в Москве, будучи в 1918 году на курсах просветительских, то есть на курсах учителей. И вот это 1922 год, это один из самых больших сборников. Здесь много рубрик. Ну, этот сборник уже был издан, когда он учился в Высшем литературно-художественном институте. Это особый период, я сейчас немножко пропущу. И он поступил в 1922 году в этот Высший литературно-художественный институт Валерия Брюсова. Метропоэзия, основоположника символизма. Валерий Брюсов, крупнейший поэт, который известен еще и тем, что выступил против статьи, в полемику со статьей Ленина в 1905 году «Партийная организация, партийная литература». Но когда уже после революции Луначарский нарком просвещения поместил объявление, что кто хочет сотрудничать с советской властью, обращаясь к интеллигенции, пусть, что мы ждем их по такому-то адресу, пришли навстречу, конечно, Горький, Брюсов, Александр Блок, Серафимович, Маяковский и другие. И вскоре Валерий Брюсов сделал свой вклад развитие уже новой культуры, создав Высший литературно-художественный институт. И нынешний литературный институт вообще должен
бы вести свою историю вот с этого института, потому что был выпуск. Вот посмотрите, этот цвет советской интеллигенции, литературной интеллигенции. И Герд потом рассказывал, что как принимали экзамен, это тоже интересно. Эта фотография добыта таким образом. Это тоже история отдельная. И боюсь затянуть время, и поэтому коротко расскажу. Я знал, что в этом институте училась Елена Благинина, детская поэтесса, известная, она не так давно ушла из жизни. И я попал на вечер в Доме литераторов, в Доме писателей в Москве, где был такой вечер воспоминаний Марии Петровых, крупной поэтессы, и там должна была быть Благинина в афише. Я потом и пришел на это вечер, ну, прежде всего потому, когда я был на курсах повышения квалификации, но, к сожалению, Благининой не было. Но выступал человек от Благининой, представитель, зачитал приветствие, и потом я подошел в гардеробе после окончания вечера и спросил, а нельзя ли встретиться. Они любезно согласились, и я вскоре оказался в гостях у Елены Благининой, и после беседы она сказала: «Вы мне нравитесь, и я вам представлю материалы». Я попросил воспоминания написать, она написала небольшое воспоминание и показала эту фотографию. Эта фотография нигде не встречалась, и она сказала, что я лично Герда не знаю, не помню, у нас было много. И вот на этой фотографии в центре Герд, Кузебай Герд, Кузьма Чайников. И здесь я узнаю мало кого. Вот здесь Полянский критик, вот здесь академик Фриче, здесь где-то Артем Веселый есть. Ну, в общем, здесь много известных писателей. Ну и вот эта фотография нигде не встречалась. И буквально я недавно увидел, просматривая сайт литературного музея города Орла, вот этот снимок, именно этот снимок. Но я попутно скажу, что Кузебай Герд, откуда он взял этот псевдоним, хотя он был и Адями человек, и значит, Щурло-серп и другие. Много он псевдонимов искал, под этими псевдонимами опубликовано его много произведений. А в 1920 году он, когда, значит, были такая борьба за автономию, за создание своей государственности, он увидел раздор среди удмуртских представителей, и даже одного голоса не хватало, когда принимали решение о создании автономии удмуртской. И он, я думаю, подумал, что нет единства, и что нужно единство. Герд, единство, узел это, и что надо объединить народ вокруг вот таких идей государственности. Ну и Аркадий Николаевич Клобуков, который где-то вот я вперед посмотрю, вот Аркадий Николаевич Клобуков, Аркаш Багай публиковался под таким псевдонимом. Аркаш Багай. Даже это не был псевдоним, это деревня, это его род, это его маршрут. Значит, Багай был, и он из Вадзимонии, деревни села Вадзимонии Вавожского уезда, ну, Вавожского района ныне. И он вспоминал, лично мне он эти воспоминания устно вспоминал после какого-то, значит, после какого-то вечера, и говорит, мы смотрели какой-то фильм в кинотеатре Москвы, вышли, и Герд рассуждал о том, что мировая культура, она сложилась на Западе, да, в Европе, и потом эта линия, меридиан этой культуры перешел в Россию.
а что теперь меридиан этот будет проходить по Поволжью, по нашим, по финно-угорскому меридиану. Ну, и этот разговор завязался такой, и Клобукова, Багай, друг его спросил: "А почему ты поменял фамилию? А, ведь ты Чайников, а ты стал Герд". И тогда, Чайников резко ответил: "Ты разве не понимаешь, что такое революционное время должна быть фамилия поэта как выстрел — Герд?" Но тогда, Багай спросил его: ведь ты не только фамилию изменил, ты еще и имя изменил, ты же Кузьма". Он сказал: "А ты разве не понимаешь, что при таком короткой, при такой фамилии Герд нужно длинное слово Кузебай-Герд". Это звучит хорошо. Вот это очень интересный момент. И, ну, вот он с 20-го года печатается как Кузя-Байгерд, и сборник его первый был опубликован, как "Клещи". Как "Клещи". И здесь я уже упоминал сборник финляндской литературы. Многие его произведения написаны под влиянием поэтов Рунеберга. То есть Рунеберга и не могу сразу вспомнить, но многих финских поэтов, и не всегда указывается фамилии этих авторов, но прозрачно видно, что они написаны под их влиянием. Но мне кажется, вот первые произведения, когда печатались, и у русских авторов печаталось много, удмуртские поэты, видимо, рассматривали или возвышали эти переводы в свой ранг собственных произведений. Сейчас я еще что-то покажу, клещи, да. И вот по существу, вот когда первый съезд, ну, он был не первый съезд уже, первой литературной группы писателей, здесь почти все основоположники. Сейчас я назову, я немножко вот, может, не придерживаясь сразу хронологии, немножко путано, но раз мы вышли на этот снимок, посмотрите, какие это светлые лица. И здесь какие судьбы, многие из них попали под репрессию, и какая группа такая шла в литературу. И если в такой динамике развивалась литература, какой она началась в 20-е годы, мы бы, наверное, очень далеко ушли. Ну вот в центре Кузевай-Герд, а рядом делегатом, приехавший из Йошкар-Олы, Сергей Чавайн. Даже у марийцев не было такого снимка. Э, И сейчас у них этот снимок, я думаю, есть. А здесь другой классик удмуртской литературы, это Михаил Коновалов, это первый исторический роман Гаян создал. А это молодой совсем писатель Игнатий Курбатов, который потом поступил в Ленинград, в Институт кинематографии. Потом он попал под репрессию, но недолгую, и потом он оказался в Мичуринске, Тамбовской губернии, и потом он работал в городе Мичуринск. Не так ну, уже он долго жил, он был ответственным секретарем Тамбовской правды. Жива его семья, я думаю, они писали мне. А вот здесь Матвей Кельдов, очень молодой писатель, который попал под резкую критику за рассказ Бегентыло, но он был больной туберкулезом, он в начале 30-х годов умер. А это Александр Эрик, который северный поэт, он пытался создать свое издание в Глазове на северном диалекте. Его фамилия Наговицын, Наговицын, Александр Наговицын. Ну, у него был красивая свирель, псевдоним. Остановился на Александр Эрик, Александр Свобода. Но он попал в плен во время войны Отечественной, сбежал из плена, оказался в рядах сопротивления во Франции. И когда он вернулся, он благополучно работал в газете «Советская Удмуртия» литературным сотрудником, но и на него был какой-то донос, он был в плену, и недолго думая, не разбираясь, он
попал под репрессию, под расстрел в 1951 году. А вот это брат, я еще вернусь к Ашальчиоки, это брат знаменитой нашей поэтессы Иван Векшин. Он учился тоже в Высшем литературно-художественном институте Брюсова, но по болезни, по семейным обстоятельствам вынужден был вернуться. И дальше вот здесь на краю стоит будущий народный писатель Трофим Архипов. Он в начале 30-х годов был редактором детской газеты. И почему он здесь, в этой группе? Эта группа особая, это группа, которая выступила против вульгарного руководства, такой рапповской называли. Эта организация, удмуртская писательская организация, вступила в РАП, то есть Российская ассоциация пролетарских писателей, с такими пролеткультовскими замашками. Это была организация. И вот эти писатели выступили против такого руководства и хотели создать свою организацию, выйдя из писательской организации удмуртской, хотели создать они организацию, литературную группу «Кебит». Это кузница. Почему кузница? Потому что Герд все 20-е годы учился, он уже потом поступил в аспирантуру, и он там посещал литературную группу «Кузница». А сам он хотел создать среди удмуртских писателей «Кебит», но они успели только подать заявление где-то в 31-32 годам в ОКП, Всесоюзная организация крестьянских писателей, называется эта группа, успели только подать, их бы приняли, но тут в 1932 году в апреле вышло постановление ЦК ВКПБ о перестройке литературно-художественных организаций. Эти литературно-художественные организации были упразднены, и на их основе уже в течение 2 лет создавалась писательская всесоюзная организация писателей. Ну вот, и почему я сюжет немножко потерял, этот Трофим Архипов, совсем молодой писатель, примкнул к этой группе. Кебит совсем молодой, но вообще туда примкнули 6 писателей. И поэтому была как бы искусственно создана или вменена им, что они создали платформу 6. Это было модно, что партии создавались такие разные платформы. И вот, дескать, писательско-удмуртской организации создалась оппозиционная группа «Платформа 6». Вот так они шли, и судьбы у них, конечно, печально сложились. Печально сложились, и Чавайн был репрессирован, вот, и Векшин, в общем, попал под репрессию. Он работал счетоводом на БАМе, потому что БАМ, Байкало-Амурская магистраль, она начала строиться в 30-е годы на Дальнем Востоке, тогда еще 30-е годы. Ну и вот он там был в ссылке, вернулся и умер уже в конце 50-х годов. Но я здесь вернусь, раз я такой уже выбрал путь идти по фотографиям, потому что эти фотографии очень много говорят. Это одна из самых светлых таких снимков Герда, где его вот он безоблачное его настроение, ну, такая светлая личность, и вот это его образованность, его природные данные ему помогли удержаться в литературной борьбе 20-х годов на позициях культурных. Он никогда не выступал, не приклеивал ярлыки. Он, наоборот, написал стихотворение, что не надо враждовать, дорогие друзья писатели, давайте обнимемся. Но это слово «обнимемся» поставили ему в вину, что он призывает обниматься с врагами, писателями, которые льют воду на чужую мельницу. Вот такой был ход мыслей их, да. Ну и дальше пойдем. Дальше снимка будет Ашальчиоки, значит, Ашальчиоки, которая рядом с Гердом шла, и
уже 18-19 лет задумалась, ну, природный дар ее, она писала в газету заметки, уже стихи, и она 18-19 лет задумывается, а нужно ли ей писать, нужна ли вообще удмуртская литература. Я же здесь процитирую стихи ее в переводе Герда. Герд был лучший переводчик ее. И, кстати, замечу заранее, но она потом бросила литературу, она пошла в медицину, считая, что надо народу открыть глаза физически, буквально, потому что много трахомной болезни было. И она потом оставила литературу, но где-то у нее 33-35 стихотворений, все они стали народными песнями. А стихи такие, в переводе Герда: «Ты спросил у меня, ну к чему это пишешь стихи? Тратишь силы, как вол для сахи, а спросил ли мой друг у овса, что стоит на полях, почему день и ночь он, значит, он шуршит, у речки спросили мой друг, почему она вечно журчит, не смолкая струится бежит, а весной в садах соловей почему распевает с ветвей. Ты об этом спросил ли, мой друг? Это же целая концепция, что если народ есть, то он не может не иметь свою литературу, свою песню. Вот, и вот это одно из ее первых стихотворений, и спустя несколько лет как бы на эти стихи тоже раздумываю о том, а надо ли вот таких противоречивых сложных условиях создавать литературу, когда есть другие великие литературы. На эту тему пишет и Герд. Мы горячком подмурским мы пашем, сеем, а он сам перевел эти стихи. На удмуртском они где-то на 22 году были написаны, перевел в 24 году, 1924 году. И это стихи звучат так. Может, я какую-то строку оставлю. «Мы сеем и сеем, а жать подоспеют за нами другие. Наши посевы слова взойдут у дорог золотою стеною, будут шуметь, наклоняться волною наши посевы слова, наши посевы слова. Может быть, свяжут, может, стопчут посевы благие, может быть, свяжут снопы тугие. Пусть мы сеем и сеем». Какая концепция, что да, надо создавать. Если даже сложно будет, наш долг, наша задача создавать, а потом видно будет. Вот примерно такая концепция. И сегодня эти стихи становятся очень актуальными, потому что сегодня мы стоим на таком повороте, что все меньше и меньше изучающих свой родной язык, и надо самому народу, самому этносу объяснять, а почему нужна эта литература, но есть много аргументов, которые существуют, на которые мы не очень обращаем внимание, и которые просто как аксиомы, против которых трудно возразить. И вот финский митрополит Агрикола сказал, если в мире существует так много языков, значит, это угодно Богу. А как можно возразить вот такому такому высказыванию, значит, от имени Бога, как бы, да, ну и дальше, ведь совершенно золотые слова у Расула Гамзатова, великого дагестанца, аварского поэта, который в моем Дагестане написал, что я люблю солнце на небе. Солнце – это великая русская литература, но мне было бы скучно, если бы на небе не было звезд. Звезды – это литература наших народов России. И тогда СССР, он сказал совершенно замечательные слова, и сегодня много аргументов. Где-то венгерский поэт из Трансильвании, румынской Трансильвании, сказал, что я вот есть книги, красные книги, в которых бережно сказано, что надо беречь такие-такие-то растения, таких-таких-то животных. Я иногда
Киане пишет в стихах, что я завидую, что есть такие книги, и что я хотел бы, чтобы такие книги были и по языкам, и народам. Ну и много других сегодня аргументов, что да, литература – это богатство. Ну, в общем-то, и у Бердяева, философа, который смысл русского коммунизма, там, может, я не точно называю книгу, где говорит о том, что национальность – это богатство, что надо просто вот этносы надо беречь. Это такая мысль сквозит даже у такого ну, вот философа, который вот, ну, был как бы в оппозиции к власти. А я здесь, дальше у меня где-то в плане, я потом перейду и к другим темам, но вкратце мне хотелось сказать, а где же создавалась литература удмуртская? Ну, конечно, она создавалась на территории, где проживал этнос, но судьбы бросали писателей в самые разные края. И в армии служили, и во время войны отечественной, и трудовой фронт, и была какая-то миграция, и всюду создавалась удмуртская литература, скажем, первая драма Кедра Митрей написал в 1915 году в Благовещенске, и даже там издал ее. Эштерек называется, то есть и там создавалась эта литература. И вот, будучи в Томском университете, я в Томске посетил музей репрессирования НКВД, и вдруг там встречаю коми-поэта, современника. Он такое же место занимает в коми-литературе Савин, Виктор Савин, и поэтому я сюда включил, что вот там тоже не забыли такого финно-угорского близкого удмуртам писателя Виктора Савина, поэтому я сюда включил. Вот, если я не туда говорю или там нет, это затягивает какие-то темы, вы мне напишите в Все чате. отлично, все отлично. Вот я исключил еще группу журналистов и писателей, которые, значит, это редакция газеты, Можгинской газеты. Я даже забыл сейчас какая-то, как называлась тогда, по-моему, социализма. И здесь есть молодые журналисты удмуртские. И я это поместил потому, что был у нас такой писатель. Он русский, но он отлично знал удмуртский язык, потому что он из Казанского детдома был переведен в наш детский дом удмуртский. Он там выучил удмуртский язык. И он был отличным переводчиком удмуртской поэзии Анатолий Писарев, который не может быть забыт, потому что он писал на русском, сборники на русском но у него много переводов с удмуртского, классические переводы, один из таких вот переводчиков. Вот, и здесь есть Бурбуров, который был критиком, он собирался быть литературоведом, но он переводил труды Сталина в 30-е годы, и вот за какую-то небрежно переведенную фразу он был снят, он умер, а потом он снят с работы, он заболел, и он умер в Сызрани, в городе под Самарой. Я это подчеркиваю, для самой литературы как бы не имеет этого большого значения, но иногда, понимаете, я такой прихожу к мысли, значит, Бурбуров, он мало создал каких-то произведений, но иногда судьбы этих писателей даже интереснее своей драматичностью и своими необычной судьбой, чем сами произведения, которые они создали. Вот такой был писатель, их современник Иван Дядюков, который из беднейшей семьи был, близко к Ижевску, и он попал в Белую армию, а потом перешел в Красную армию. Потом таланта у него было много, он темой брал и всегда подчеркивал, что я же служил в Чапаевской дивизии. Но оставил для удмуртской литературы повесть Пашка Педор об очень бедном человеке, о его судьбе,
Вот это хрестоматийная повесть, хороший язык и так далее. Его здесь нет, я попутно стал говорить о нем. Но дальше, дело в том, что, меня как бы просили, а как вообще, жизнь организована была писателей, как вообще складывались судьбы. Ну, это очень актуально, потому что мы в следующем году, вот в следующем уже году, скоро, который наступит, будем отмечать 90-летие создания Союза писателей СССР. В 1932 году все литературные группы организации были распущены. Горький вернулся уже в Советский Союз из Капри, и он взялся за организацию Единого союза писателей, который он провел, в Асте, провели в 1934 году в августе. Это был самый длинный съезд, 17 дней. Это потрясающе, вот больше такого съезда не было. И этот съезд был самый демократичный из всех других съездов, потому что там столько было выступлений разных направлений. И это там, значит, призвал Бухарин сбросить Маяковского, современных, значит, карты и ориентацию держать уже Пастернак. И эта знаменитая дискуссия потом выступил Сурков и сказал: рано сбрасывать Пушкина, то есть Маяковского, с парохода современности. Скоро придет время, когда стихи Маяковского перейдут на страницу дивизионных газет. Вот это самый интересный съезд, но, к сожалению, этот стенографический отчет будет просто скоро закрыт в спецхраны. Он доступен стал только потом, даже литературоведам не давали. Но самых разных направлений. Значит, там были 3 писателя, делегаты удмуртских писателей, гости. Есть такая система, не только делегаты, но еще гостей приглашают наиболее видных. Там были Григорий Медведев, Кедра Митрей, значит, Коновалов, но Герда уже там не было. Герд был арестован как раз в тот период, когда вышло постановление о распуске литературных групп. Он был сначала приглашен в город, значит, Нижний Новгород, и там сняли с него показания, и в конечном счете склонили к его таким вынужденным показаниям, и он был уже летом арестован и отправлен по этапу. И я 2 имени встретил, разбираясь в разных документах. Значит, одного украинского писателя, и они виделись они в городе Кем, Карелии. Ну и спустя много лет уже, ну, конечно, не много лет, естественно, в архиве я обнаружил адрес один, где бывал Герд. Я это вкратце расскажу, эту историю, потому что это уникальная история, и этот адрес мне попал уже в 80-е годы. Я этот адрес на всякий случай дал своей знакомой землячке, которая училась еще в Москве, Заникеевой Людмиле Ивановне, и на всякий случай, что вот есть такой адрес. Ну, конечно, я и предполагать не мог, что спустя столько лет как-то можно найти. Она по этому адресу пошла и нашла эту женщину. Эта женщина уже под 100 лет жила на улице, значит, наискосок с театром Вахтангова. И это, значит, знакомая сообщила мне адрес, и я через несколько лет уже оказался там у нее в квартире, позвонил, там было 11 квартир.
вот 11 звонков, и я позвонил, вышла старая-старая такая сухопарая женщина. Она молча меня пустила в свою квартиру, которую она занимала одну комнату, да, там все занимали. Квартиры были очень, потолки очень высокие, значит, и она так что-то копошилась в углу и вытащила мне 4 коробки, картонных коробки и сказала: "Да, я знала Герда. Я всю жизнь ждала и верила, что кто-то от Герда ко мне придет". Вот эти 4 коробки. Там оказались, валики восковые, на которых потом обнаружилось в Пушкинском доме в в Петербурге, это расшифровали. Там оказались песни, которые собрал Герд в Можгинском районе, ныне в Можгинском районе деревни. И еще, вот эта женщина, зовут его Недзвецкая, э, Вера Николаевна. Она передала фотографию, на обратной стороне со стихами Герда на русском языке написанные. И, вместе с этой фотографией она передала этот, совершенно замечательные фотографии Герда, к сожалению, здесь нет, и она передала, мне сборник финляндской литературы. Который держал Герд, где он учился, да, в смысле переводил произведения. Ну и, вот, так мы познакомились, и, передала еще. Оказалось, что Вера Николаевна из города Чаганда Пермской, из села Чаганда, не Чаганда, ну, похожее название, Чердынь, село Чердынь. Передала фотографию, вот, землячками из Чердыни. Оказывается, в этой Чердыне бывали ярмарки, и там она встретила до революции инженера, который работал на Ижевском заводе химиком. И химик этот увез Веру Николаевну в Ижевск, создали они семью, но во время революции они оттуда выехали. Вера Николаевна была похожа, знакома с художником Писаховым. И Писахов подарил ей свою картину. Но когда они из Ижевска выходили, то есть выезжали, картина осталась, и она, в общем-то, не найдена. Это задача краеведов. Ну, вот такие истории вокруг Герда. Герд-загадка. Вот это Герд-узел, это Герд, это узел загадок разных. Вот, и, ну, Герд, значит, загадка и в том, что везде, э, когда запрашивали справки, его родственники, им давали справку, что он погиб в 1941 году. И везде мы в статьях, уже и сборниках ставили э, м, вот в дату смерти в ноябре 1941 года. А оказалось уже совсем поздно, совсем уже буквально уже 5-7 лет назад обнаружились документы, что он расстрелян около города Медвежьегорска в Карелии. Я держу этот снимок, мне вдруг показалось, что мне нужна аудитория, я вижу эту аудиторию, и вот передо мной этот снимок с аудиторией. Ну вот эти истории, 20-30-е годы, там много всего, судьбы писателей, но я хочу еще сделать акцент на том, что ведь в конце 20-х годов, в начале 30-х шла так называемая коренизация, чтобы в республике знали язык, и что и вывески менялись. Но эта коренизация, она не пошла, потому что кадров не было,
такое внутреннее психологическое сопротивление было, поэтому оставили. Но когда был создан Союз писателей СССР в 1934 году, организации, да, был создан оргкомитет по созданию Союза писателей Удмуртии как отделение Союза писателей СССР, и в Ижевске был в 1934 же году создан Союз писателей, а в 1935 году был создан журнал вместо Кенеша, был создан журнал, который должен был иметь новое название. Он должен был объединять и русских, и удмуртских писателей. Нужно было название, которое удовлетворяло было и русских, и удмуртских писателей. И назвали этот журнал «Молот», чтобы журнал был не только удмуртским, крестьянским, но и рабочим, молоткастым и серпастым, говоря словами Маяковского. И с 1935 года уже полнокровно стал выходить этот журнал на 2 языках, и был создан Союз писателей Удмуртии как отделение Союза писателей СССР. И обратите внимание, Союза писателей России не было. Союза писателей России РСФСР не было создано. Не может быть, это мудро было сделано. Союз писателей РСФСР был создан в 1958 году по аналогии партии. У нас же не было и партии РСФСР. Она была создана только потом, а потом скоро партия развалилась. Была одна партия ВКПБ, и вот партий других республик РСФСР не было. И вот Союз писателей РСФСР был только создан в 1958 году. И вот особенности, чтобы знать вот это строение Союза писателей, поскольку здесь я информирован, потому что мне приходилось изучать, будучи председателем Союза писателей, я бывал на многих пленумах и на съездах, и я знаю, что в 1935 году были созданы партийная организация внутри Союза писателей, и поэтому этой Союзом писателей руководил не только председатель Союза писателей, но был при председателе еще как бы комиссариат, партбюро, и оно решало, диктовало, и председатели выбирали из тех, кто члены бюро попал. Вот такая система была. Ну и был жесткий довольно партийный контроль. Но мы оставим, наверное, этот период. Тогда, в 30-е годы, с такой темой, значит, первый председатель Союза писателей Кедра Митрей, человек, писатель с дореволюционным стажем, который имел 10 детей. Он за 2 недели в 20-е годы написал свой роман «Тяжкая ига», держа ребенка на руках. Вот такие детали. Ну и Кедра Митрей, он в 20-е годы возглавлял главную газету удмуртскую «Гром», «Гудури», такое название «Гром». После Трофима Борисова, Трукая Борисова, он стал редактором, и он вот 6 лет возглавлял. А в 28 году он был освобожден, что газета недостаточно ведет классовую борьбу, и что культурническо-просветительскую ориентацию имеет. И Кедра Митрей был как бы направлен на другую работу. А в 1937 году он был репрессирован, и попал он в Сибирь, то есть на Камчатку. Он там вел дневник. Это совершенно замечательный дневник, краткий. Ну, а потом он был возвращен из ссылки, его отпустили в году 46-47, а потом выпал какой-то указ, что вот та группа людей, которая была освобождена в 46-м или там 47-м году, я не вдавался подробно именно в эту историю, ошибочно освобождены, и Кедра Митрей был снова арестован, и попал он в Сибирь, и умер от голода и холода в Новосибирске в 1948 году. А вот на севере Новосибирского края, там на самой точке северной, где уже начинается Васюганье, там ссылку проходила дочь Артема Веселого, автора романа «Россия, умытая кровью». Вот она здесь есть, и, то есть он есть, я не могу просто сразу найти, но это мелко и не так уже видно. Значит,
Артема Веселого, она сидела за, то есть это прошла ссылку Заяры Веселой, и потом она жила в Москве. Я бывал даже в гостях у нее, с мужем Муравьевым, писателем, конечно, Заяры Веселой нет. Но у Заяры Веселой была очень интересная точка зрения на свою ссылку. Э, Она благодарила, что судьбу, что она попала туда. Если бы она не попала, она никогда не знала бы жизнь так, как она знает сейчас. Да, и Веселая перевела много произведений. Но начала она свою деятельность по удмуртской литературе как бы с повести о Кедра-Митрее, когда она узнала, что Кедра-Митрей был в ссылке совсем, ну, не так уж далеко, это далеко на самом деле, там большие расстояния, что был в ссылке там, под Новосибирском, и под Новосибирском, и она загорелась. Как-то она почувствовала какую-то близость судьбы, и она написала повесть о Кедра-Митрее с верой и надеждой. Это называется на русском языке. Ну, это удивительно. Я был на практике в Новосибирской области в молодежной газете. Я как раз попал в то село, где была в ссылке Заяра Веселая, но тогда это было середина 60-х годов, никаких следов там уже не было. Но я вот здесь, на севере, встретил совершенно удивительного человека. И я потом уже понял, как надо много знать журналисту с молодости, чтобы уметь разговорить людей и уметь взять эту информацию, которую он мог. Я встретил там, в селе Колывань, на севере Новосибирской области, человека высокого, седого, интеллигентного. И это был командир 21-й дивизии, в которой сражался Максим Прокопьев. Один из первых комиссаров удмуртских, один из первых поэтов, который написал такое манифестационное стихотворение «Политические партии». В стихах он мог создать образы тогда несколько, то есть партий, которые воевали за власть, кадетов, эсеров, большевиков и так далее. Но это были еще времена сложные, и это был Григорий Иванович Овчинников, и он не совсем был расположен говорить с мальчиком, который учился на 3-м курсе, и я очень мало, конечно, вынес из беседы, хотя он мне назначал еще встречу в Новосибирске. Он там встречался с историком Ладухиным, комиссаром 21-й дивизии. Вот такое было еще время, когда можно было встретить еще участников гражданской войны. Это удивительно. Ну, а потом идет уже война после репрессий. Удмуртская писательская организация ведь много людей потеряла еще в войне с фашизмом. И что удивительно отметить, на 3-й день войны удмуртские писатели, ну, когда я говорю удмуртские писатели, я имею в виду писатели Удмуртии, то есть это вообще писатели Удмуртии, русские писатели Удмуртии вместе, они по радио выступили с клятвой, что они будут до конца жизни бороться с фашизмом. Вот такой был накал, и ушли на фронт, кто как, разными путями. Кого-то не брали на фронт, кому-то брали, это давали бронь, но добровольно шли. И вот перед началом войны был создан роман Петра Блинова «Жить хочется», Улем-Поте по-удмуртски. Но роман был потом переведен. И притом этот роман, ну, в духе в духе Макаренко, это бесприютный мальчик, оставшийся сиротой в гражданскую войну, становится человек. Он сначала отсидел в тюрьме за какие-то проделки, потом он попал на Беломорканал, он там перевоспитался, ну, немножко такой идеализированный, и он заканчивает, он его скрывал, никто не знал, что он в тюрьме, но тесть его заложил, и он сидел в тюрьме, и вернулся он
из Беломорканала, то есть в ссылке. И он, значит, Блинов этот роман закончил как первая часть романа. А он был редактором газеты «Детской», ему давали бронь, его не брали на фронт, не брали в армию, говорили, что ты здесь нужен. Но он один раз пошел в военкомат, другой пошел, не находил аргументов, а потом сказал: я писатель, я написал роман. Мой герой ушел в армию на Дальний Восток, и он сейчас летчик. Он летчик должен быть, он летчик, на летчика учился. О чем я же буду писать вторую книгу, если я не рядом со своим героем? Ему разрешили на фронт, но, к сожалению, он не успел. Судьба сложилась трагично. Он на пути на фронт где-то в Калужской области попал под бомбежку и там погиб. Он там погиб. Вот. Ну и в войне погибли многие писатели, но вернулись из фронта. После он принимал участие в взятии Кёнигсберга. Михаил Петров, крупнейший удмуртский писатель, может быть, он самый крупный после Герда, но уже на других началах. Он осилил 20 с лишним лет, он писал роман «Старый Мултан», исторический роман, в основе вот то самое знаменитое мултанское дело. И этот роман «Трудный путь» прошел, но в Москве его сразу признали. Сразу в рецензии появились, ему дали слово на втором съезде Союза писателей СССР в 1954 году. И вот второй съезд, ему дали слово, и он там выступил. Но вот война, во время войны, как бы не было сложно, не пропала ни одна районная газета. Все они выходили, сократив, значит, немножко свои объемы, и была налажена стройка, то есть переписка между удмуртскими писателями и фронтовиками-писателями, то есть между Союзом писателей, фронтовиками, писателями, шефство над фронтом, и был там в штабе служил будущий народный писатель Михаил Лямин, он уже тогда собирал о своих земляках-воинах, и вот он пишет: Удмуртия брала шефство, держа над Аршанско-Хинганской дивизией. Лямин вспоминает, что зимы были ужасно холодные, и вот республика собирала теплые вещи и прочее, и собрала 2 пульмана мороженых пельменей и отправили на фронт. Я представить не могу, как эти пульманы пельменей были собраны, потому что был риск, что будет оттепель и так далее. Но вот такие факты есть. После войны, во время войны не выходил журнал «Молот». Удмуртская газета была республиканская, выходила как страница к «Удмуртской правде». Но году 1954 году уже восстановили журнал «Молот», двухязычный и так далее. И вот я к этому времени уже могу личные воспоминания, потому что в начале 50-х я пошел в школу и уже знаю обстановку. Кстати, современная молодежь совершенно не знает эту повседневную этнографию. И в 50-е годы я учился, я хочу сказать несколько языке. Я пошел в школу начальную, где все предметы преподавали на удмуртском языке, ну, кроме русского языка. И я после 4 класса, попав уже в школу, где только предмет был удмуртский язык, и я в университете, в институте удмуртский язык уже не изучал. Мне вот тот период начальной школы, когда все предметы велись на удмуртском языке, учителя говорили на удмуртском, все мы между собой, удмуртские мальчики, девочки говорили на удмуртском, это было достаточно, чтобы хорошо знать удмуртский язык. Я хорошо знаю удмуртский язык, значит, и хотя изучал уже предметы. И отсюда я могу делать вывод, что
учиться на удмуртском языке в начальной школе — это чрезвычайно полезно, чего сейчас нет. К концу 50-х годов, уже в начале 60-х годов изучение языка было поставлено, то есть учение, учеба в школе была поставлена на русском языке. Отсюда Александр пошло, Григорьевич, прошу прощения, вот сразу спрашиваю, чтобы мы далеко от этого не ушли. В пожалуйста, каком да. году вы пошли в школу? В школу я пошел в 51 году. Мгм. Я пошел в 51 году, времена еще были бедные, деревня была совершенно патриархальной, где верили еще в суеверия, мифы разные. Я пошел еще пешком в лаптях, в полотняном штанишках, рубашке, с полотняной сумкой. Все было самодельное. Единственное, чему я радовался, что у меня лапти были новые и золотистые. До 5 класса я ходил в лаптях. И в 6 класс я уже пошел, уже наставали уже новые времена, и вот в школу. Ну и вот э, уже потом начальные классы у нас было отдельное, у нас было, это начальная школа была при педучилище, и каждый ученик, над каждым учеником было закреплено шество студента у педучилища. Это было как-то так замечательно. Такая как бы материнская забота была вот этих юных девочек, мальчиков. Они были сами же подростки, сами юные. Они рисовали нам тетради, цветы. Потому что педучилище, знаете, тогда было это высочайшее образование. Все наши классики удмуртской литературы, как Медведев, Коновалов, Архипов и другие, они закончили всего-навсего Можгинское педучилище. Но они владели инструментом, они хорошо писали, они уже после окончания педучилища, которого наш профессор Владыкин называет Можгинским царско-сельским удмуртским лицеем, вот, и они стали писателями. Потом они уже, когда стали писателями, они уже поступали в институт. Это выдающееся явление, это не исследовано. Ну, это самые лучшие кадры, интеллигентные педагоги были сосредоточены там, в городе Можга, где я был Можно я Щугинским. спрошу тоже еще? А можете сказать, вот вы учились в школе в начале на удмуртском языке, у вас учебники были же? Учебники были, и На более того, удмуртском или на русские? удмуртском языке были, и были даже учебники. Первый учебник арифметики и математики создал Герд, были учебники по 7 класс. Я даже видел эти учебники, которых сейчас редко видят. Даже история средних веков была на удмуртском языке, физика была на удмуртском языке. Поделитесь, После пожалуйста, вот всех очень беспокоит, сложно ли изучать, ну, такой сразу вопрос у меня, может быть, с неправильной формулировкой. Физику вот или арифметику на удмуртском языке легко изучать было, как-то я уже не понятно? я уже не изучал их на удмуртском языке, потому что, когда я перешел Арифметику. класс, но арифметику вполне возможно. Я читал этот учебник. Кстати, этот учебник есть уже в собрании сочинений Герда, поскольку автор. Но потому что арифметику ведь, может, математику высшую сложно, ведь арифметика, все цифры, все термины по сложению, умножению есть же в фольклоре, то есть в природном удмуртском языке. Потому что бревна считали, зерно считали, торговали, все это есть. На уровне математики есть полноценные природные удмуртские слова. Я думаю, что, конечно, эта реформа была уже во времена Хрущева, и вот во времена Хрущева она вот какое-то такое время наступило, что языки и вот эта культура уже почти не нужна, потому что мы скоро будем вот в таком обществе, где у нас будет один язык общения. Это как бы парализовало силы, и удмуртские писатели даже не выступали против этой реформы, и они не предполагали, что вообще этнос может остаться без языка. И в этом смысле они оказались ниже
по своему национальному патриотизму, чем наши просветители Михеев, Яковлев и другие. Они не предполагали, они даже не думали, что могут настать те времена, когда язык будет уходить. А вот поколение писателей уже 50-х, 60-х годов, до рубежа, когда они должны были задуматься, они не задумывались, они примирились с этим положением. Это сейчас уже более активно писатели ведут работу, что все же язык надо знать, изучать. Они ну, чисто теоретически могут остаться из этой культуры, но и чисто практически их же забудут, кому они будут нужны, их удмуртские тексты. Это потом, если не будет читателей. Но там есть один материальный аспект. Вы представляете, когда книги-то выходили ведь все равно на удмуртском языке небольшим тиражом. Самый максимальный тираж 5000, 3000, 1000, такие тиражи были. Сейчас они очень маленькие. И представьте себе, это произведение, изданное тиражом 3000, переводится на русский язык, и тираж возрастает 100, 150, 200 тысяч. Если это книги, скажем, на уровне Геннадия Красильникова, вы можете себе представить материальную сторону, такой вот русский перевод, русская литература как бы держала, ну как бы в шефство взяла в материальном плане литературу народов в России. Вот под крылом русских переводов русской литературы они жили неплохо, Вы нехорошо и имеете вообще в виду гонорары, правильно я понимаю? Речь о гонорары, гонорарах. То есть гонорары. перевод Писатель, на да, русский язык сразу превращал в такого его обеспеченного превращ человека, да, национального писателя. да. А можно, чтобы, и спрошу сразу, чтобы от этого далеко не отходить, а как бы, ну, определялось, решалось, на каком уровне, вот какое из произведений, ну, национальной литературы, в нашем случае удмуртской, будет переведено на русский? И как бы какой из авторов получит вот этот трамплин? Эту работу проводил сам автор, и потом эту работу, в этой работе были заинтересованы русские писатели. Русские писатели, которые жили профессионально, профессиональным писателем мы называли тех, кто жил на гонорары на литературе, нигде не был на службе. Он не служил, он был свободным писателем. Он мог жить на переводах. Переводы, кстати, были как раз помощью русским писателям, потому что издавались большим тиражами. За переводы за каждый перевод он получал 30% того гонорара, который причислялся к этой книге. И наши современные писатели, молодежь не знает такого секрета. Ведь сейчас, чтобы издать произведение, писателю приходится самому добывать деньги. А как же тогда в советское время откуда деньги брались? На какие деньги издавал писатель свои произведения, пока он не получил гонорар? Да и гонорар он ведь не тратил на издание литературы, он на свою жизнь, на житье-бытие это тратил гонорар. А был хороший закон. Хороший закон был в советское время, что 10% от каждой книги, от гонорара каждой книги он перечисляет в литературный фонд. Этот литературный фонд строил писателям квартиры, строил дома отдыха, санатории, держал поликлинику в Москве. Все это не государство, ну, то есть это благодаря государственному закону о создании вот Литфонда, этот Литфонд обеспечивал. И, конечно, в писательской среде, в союзах, поскольку они много имели, и была групповая и прочая борьба. Сейчас союз писателей ничего не имеет. Очень тихо, тихо живем мы, хорошо, без конфликтов, можно сказать. Но литература издается, тем не менее, потому что писатели, начинающие авторы вкладывают свои деньги. Ну, государство в какой-то степени, конечно, республика на социально важную, социально значимую литературу выделяет какие-то деньги, но это государство, потому что этот закон не действует. Против этого закона выступили очень богатые писатели, которые имеют издаваться большими тиражами,
пусть даже некачественная, но литература же, такая литература есть, массовая литература, они поставили вопрос, а почему мы зарабатывать деньги, почему кому-то, с кем-то должны делиться? Делиться должны, дескать, не все классики и так далее. Вот этот закон, он не действует сейчас. Ну вот из литературной жизни что бы я мог еще сказать? Там, значит, ну, конечно, писатели много то есть часто собирались, совещались. Я вот здесь, вот понимаете, 90 лет Союза писателей. Там много решений, там же устав был принят Союза писателей СССР, и речь, ну, я несколько слов хочу сказать о методе советской литературы, который объявлен был социалистический реализм, и кто не в духе был социалистического реализма, он как бы оказывался на обочине. Но Горький Михаил, то есть Максим Горький, который управлял созданием Союза писателей СССР, он был человек мудрый, умный, и я перечитал устав Союза писателей СССР, и там есть такие слова, которые, не обращаясь к уставу, я никогда не слышал и не цитировали, что основным, что социалистический реализм, который был выдвинут к этому съезду, является основным методом советской литературы, но там не сказано, что другие методы противопоказаны. Это уже чиновники партийные, литературные настаивали на том, чтобы это был единственный метод. Вот такие тонкости. Горький, возможно, глядел далеко, чтобы этот закон вот так железно не действовал. И тут я хочу вспомнить, недавно я был на выставке, будучи в Москве, грандиозная выставка идет в Москве, живопись 20 века, я проходил картину там и так далее, это из галереи. Я вспомнил один эпизод. Горький посетил выставку художников, и за ним свита журналистов шла, и один журналист спросил Горького у какой-то такой значимой картины, что «Алексей Максимович, скажите, пожалуйста, что вы скажете об этой картине?» И Горький сказал «Не скажу. Если похвалю, вы захвалите, перехвалите, а если замечание дам, вы его уничтожите». И он мне высказался. Какая интересная позиция, да? Ну вот, э, языковая политика, кстати, которая сужала области, значит, изучения, сферы изучения, значит, области, сферы действия этого языка, он в конечном счете привело к тому, что тиражи изданий резко сократились. Конечно, сейчас скажут, скажем, мои оппоненты, но ведь есть интернет, есть радио, телевидение. Но дело не только в этом. И радио было, и телевидение, но до перестроечных времен, скажем, тираж «Удмуртской правды» был нет, я не возьму русскоязычную газету, удмуртоязычную газету, но и русскоязычная газета очень сократилась в тираже. Газета Советская Удмуртия, которая сейчас называется Удмурт-Дунья, выходила тиражом 24 тысячи. Сейчас выходит 1000. Сколько раз в неделю она выходила? Теперь выходит. Она выходила почти ежедневно. Да, я это Ну как-то вот, фактор. Да. И вот таким да. А тиражом. сейчас А сейчас выходит дважды вроде. недельно, да, однажды, и, конечно, тираж очень уже малый. Тираж журнала «Молот», когда я работал, было 13 тысяч экземпляров, сейчас 1000. Да, вот был не 5000, я немножко перепутал, а журнал «Кенеш», который выходил под названием «Молот», было 13 тысяч, а при Семене Александрове Самсонове, который был таким очень таким политиком, хорошим политиком, в хорошем смысле, в литературной организации. Он был председателем Союза долгое время. Вот, ну, большим литературным багажом. Тогда было 17 тысяч экземпляров. Он держал связь с руководителями колхозов, заводов, депутатом он был. Это еще влияло. Ну, вот довольно большие тиражи. Сейчас вот насколько малые тиражи,
изданий на удмуртском языке, что их теперь объединили в один как бы холдинг, что пусть одни под одним началом, пусть это расходы будут сокращены, а у нас, в общем-то, такое дело с тиражами, что тиражи должны побольше быть. Потому что не столько тут мотив, ведь разные есть. Тут есть и политический мотив, потому что все эти газеты, издания включаются еще в избирательные процессы, в избирательные кампании. В избирательные кампании это вот надо, чтобы у них были тиражи большие. Ну, но малые тиражи, конечно, нужны, потому что может и с малым тиражом дальше развиваться литература, если будет продолжаться политика все же расширения. И знаете, Геннадий Красильников сказал, почему еще губительно как бы почему сокращается. Дело не только в реформах по языку, а дело в том, что деревня исчезает, а база развития, база читателей – это деревня. И деревня, люди перетекают в город, и в городе они перестают знать свой язык, родной язык, потому что нет среды удмуртской. Геннадий Красильников сказал знаменитые слова. Так они как бы ошарашивают, как-то задумываешься. Особо Красильников сказал: удмуртская интеллигенция рождается в деревне и умирает в городе. Вот прямо вот такое как бы изречение. Ну, сейчас, конечно, предпринимает много усилий, чтобы возродить язык, но, как бы иногда возникает вопрос, не, пройдена ли точка невозврата? Но все же удмуртская интеллигенция надеется, что точка невозврата не пройдена, и деревня может, как бы возрождаться и в городе на основе национальной гимназии, на основе классов, которые открываются в городе. Все же язык будет развиваться, и тиражи могут расшириться. Эта вера не утрачена. Александр Григорьевич, можно вас попросить рассказать, я, может, вас чуть-чуть сбил, вы тогда договорите. Я бы хотел вас попросить рассказать вот о такой культуре взаимодействия с читателями, которая была характерна для удмуртской советской литературы. А как это все было устроено? Как были устроены выезды в деревни, такие турне, гастроли удмуртских писателей, там, журналов, да, газет? Вот про это рассказать, и что вообще стало как бы с удмуртским читателем за, ну, те годы, о которых вы можете говорить. Ведь, насколько я понимаю, там буквально 40 лет, ну, больше, да, там 50 лет назад достаточно привычным делом было чтение удмуртской литературы, ну, вот удмуртами, да. Там зайди в деревенский дом, у многих будут стоять на полке именно произведения удмуртской литературы, их читали, и это было как бы безусловно некий такой выбор. Я удмурт, я читаю удмуртскую литературу, вот читаю удмуртских авторов, и кажется, что это сейчас очень сильно нарушилось, и даже те, у кого сохраняется какой-то интерес к чтению, сейчас как будто бы, ну, не в первую очередь выбирают читать удмуртскую литературу. Расскажите про это, пожалуйста. Да, хороший вопрос. Союз писателей, как бы, ну, как бы само собой это было, особо как бы не сознавая, вела огромную работу по встрече с читателями. При Союзе писателей было бюро пропаганды художественной литературы, и притом это бюро работало на хозрасчете. Сами зарабатывали, выезжали в районы, и у районов были деньги. Откуда эти деньги? Во-первых, колхозы жертвовали. Колхозы для просвещения своих читателей – это раз. И второе, профсоюзы работали. Хорошо, и профсоюзы выделяли деньги. Общество знаний работало, которые, ну, и сами добывали деньги, и, по-моему, государство обществу знаний помогало. Общество знаний сейчас, естественно, другим делом занимается сейчас по другом русле, но эта работа велась мощно. Это была подмога еще
писателям, потому что они после выступлений своих получали гонорар за выступление, и притом не от коллектива вот этого, а вот и от обществознания, от профсоюзов и так далее. Да, это была такая живая работа, наполнена. Ну и потом я и сам участвовал, это бюро пропаганды, договаривались с предприятиями, и вот мы идем, скажем, в швейную мастерскую, и швеи работают, свое дело делают и слушают стихи, слушают, рассказы писателей слушают. И были регулярные встречи со студентами в университете, то есть это притом направлял эту работу не просто писательская организация, это и была и партийная работа. И за этим следили отделы агитации и пропаганды, ведь везде тогда ну, такие как бы заголовки, статьи были, что литература – это дело партийное и государственное. И съезды писателей принимали во дворце съездов в Кремле, и литература имела очень высокий такой, ну, статус. Статус и писатели, я говорю, что не льготы, я говорю, что писатели в советское время очень хорошо жили, если они не оказывались в Магадане. И вот, потому что были и такие ведь явления. Поэтому, поэтому литературе, ну, я и сказал, что не только государство помогало, но писатели сами, благодаря закону, ну, это тоже государство, закон-то государственный, государство это закон утвердило, и писатели, действительно, многие писатели могли жить на профессиональной работе. У нас такие плодотворные писатели были, значит, Олег Поскребышев, Семен Самсонов, Флор Иванович Васильев мог бы уже жить. Я не упомянул, кстати, крупнейшего поэта Флора Ивановича Васильева, который очень рано погиб. Он входил то братство, что ли, тот, как бы сказать, круг писателей, которые составляли такие крупнейшие писатели, которые стали героями соцтруда. Это Гамзатов, Кайсым-Кулиев, Давид Кугультинов, Мустай Карим. Это такая была вот группа писателей, которые работали на высоком государственном уровне, стали классиками. Ну и они стали классиками на все времена, можно сказать. Ну вот, возможно, я сбился. Про чтение, что раньше Да-да-да, читали, чтение. как будто Ну бы, да, да, по ну умолчанию удмуртскую литературу, а потом что да-да. случилось? Ну, во-первых, ведь классы были полнокровные, полноценные удмуртские классы, где хорошо изучали, значит, на высоком уровне изучали удмуртский язык. А были начальные школы, работали, если на удмуртском языке была подготовка учителей начальных классов на удмуртском языке. Сейчас этого нет тоже. Вот, и было много кадров, много людей, которые удмуртскую литературу изучали и так далее, учили. Что я еще скажу? Ну, вот Союз писателей это было как бы крупным таким интеллектуальным предприятием, который работал, и круглые столы, выезды, вечера, вот, и большие тиражи изданий. Все это обеспечивало вот такой устойчивый ход удмуртского языка в народе. Этнос сохранял свое национальное своеобразие, можно сказать. Конечно, не было многого того, что сейчас вот возрождение обычаев, соблюдение вот таких фестивалей, но а, тогда была культура литература центричная. И вот эта литература, она несла с собой язык. И, ну, вот я так отмечу, других каких-то факторов не было, можно сказать. То есть, возможно, но потом было много удмуртских композиторов, которые много песен создавали. И песня, ну, это и сейчас
такое средство распространения удмуртского языка, но тогда было это очень интенсивно, что ли, двигалась эта национально своеобразная культура. Ну и я хочу еще сказать, что теория, как бы, вот такая чисто литературоведческая, в национальном смысле литературы, да, в смысле литературы народной, национальной литературы сильно отставала, в том смысле, что действовала такая формула социалистическая по содержанию, национальная по форме. Эта формула превратилась, форма, форма понималась как форма языковая. А содержание должно быть социалистическое, где-то на обочине оставалось этнические формы жизни. Вот что удивительно. И как бы все примерялись, да, язык, форма национальная, а содержание все же узкое, не охватывает формы национальной жизни. И вот сейчас очень своеобразные, такие, национально своеобразные, не только по форме и на содержанию идут, этническая художественная литература, когда, читателей, намного меньше. Но это плодотворное развитие, такое русское этническое развитие, по распространению, литературы. Читательская аудитория изучалась, и библиотеки не были сокращены. Каждая библиотека это вела такую работу. Ну, сейчас в больших деревнях тоже библиотеки есть, эта работа есть, но, вся беда в том, что, вот, я когда свою родную совершенно, такую природную родную деревню приезжаю, я с детьми говорю по-удмуртски, они отвечают по-русски. Они не знают, на таком уровне язык, чтобы ответить, по-удмуртски. Такое положение. И, ну, вот это, как-то надо нам решать. И, такой у нас эпизод был, э, где-то года 2 назад, форум, э, финно-угорских, значит, финно-угорских народов был в Ижевске, и была сопровождающая конференция. И после, таких докладов интересных, депутата Государственной Думы Алексея Егоровича Загребина и других, пошла такая, псевдоакадемическая, уже, значит, доклады, где все докладывали, какая хорошая у нас методика. И вот эту вот, однообразный ряд докладов, не вытерпела представители Министерства образования. Из Москвы приехала она. Просто она же не удержалась, и она вышла и сказала: замечательно, что у вас такая методика, столько у вас таких работ, как вы хорошо работаете методически, но скажите мне, пожалуйста, почему у вас все меньше и меньше, классов на финно-угорских языках?» Это представитель Москвы, министерство, значит. Это говорит о том, что министерство-то за за то, чтобы были новые учебники. У нас совершенно прекрасные учебники сейчас на удмуртском языке для всех классов. Они исполнены на высоком полиграфическом уровне, но они не работают. Потому что почему? Тут секрет в том, загадка в том, что не потому, что кто-то вот сопротивляется, кто-то не учит, а потому что, поскольку классы 5-6 человек удмуртоязычных детей не создашь отдельный класс. Их приходится, объединять с детьми русскоязычными или полуязычными, с теми же удмуртами, но которые уже, в детском саду уже забыли, утратили язык. Их объединяют, и они те прекрасные, учебники на удмуртском языке, совершенно замечательные. Их уже невозможно использовать. И для них они создали упрощенный "Здравствуй, удмуртский язык", такой упрощенный учебники, на котором работает. И, конечно, и русские дети, русскоязычные уже дети не могут изучить так удмуртский язык, и удмуртоязычные дети уже не могут на том уровне, на каком нужно, не могут изучить удмуртский язык. Вот такая критическая ситуация. В таком мы, пока находимся положении.
э, но одной методикой, видимо, тут не возьмешь. Но сознание того, что этносы надо сохранять и надо изучить, и я вам хочу совершенно замечательное высказывание, которое как бы должно быть пропагандировано, и это мало людей у нас знают. Вы знаете, был первый съезд писателей Удмуртии вот в 30 году, в 1930 году. Этот съезд был какой-то особый и по форме. Он открылся 1 января, в Новый год. Шел он 3 дня, и с опозданием туда приехал вот как делегат от писателей, советских писателей, русских от Союза писателей, Мате Залка, венгероязычный писатель, который попал в плен во время Первой мировой войны, остался в России, стал советским писателем. И его прислали делегатом от писательской организации Раповской, значит, Вижевский. Он приехал чуть с опозданием, послушал, и в конце он произнес речь. Эта речь совершенно удивительная. И он сказал, что вот, дорогие удмуртские писатели, я венгр, но меня прислали не потому, что я венгр, я просто хочу узнать, как у вас дела с изучением родного языка. И я, общаясь с вами, понял, что вы говорите на удмуртском, на полуудмуртском, полурусском языке. И тогда, видимо, интеллигенция уже, как говорила, так говорили, и что и вы недостаточно хорошо владеете родным языком. Я это понял. Помните, что знать, изучать и мастерски владеть своим родным языком – это ваш интернациональный долг. Как это сказано? То есть это долг не только перед вашим народом, и перед вашим человечеством. И Герт, у него есть тоже высказывание, это дословно перевожу, дословно на русском языке это не так звучит, и он в 20 году сказал, что и мы, удмуртский народ, должны внести в кадушку мировой культуру свою ложку меда. Вы поняли этот смысл, да? Что мы должны свою культуру внести, чтобы мы не исчезли. Вот это здоровые позиции. Они здоровые позиции. И вот у нас немало вот писателей за всю историю, русских писателей, которые высоко, то есть поддерживают удмуртскую культуру, удмуртский язык. И я хотел показать вам, я не все показал, вот такое имя, такую личность. Посмотрите, кто это. Вы всех узнаете, это Евгений Евтушенко, Владимир Солоухин, и с ними наш литературовед, которая прибыла из города Мурома, а сама она оренбургская казачка, Зоя Алексеевна Богомолова, она после приезда в Ижев всю жизнь занималась уже удмуртской литературой, представляла Москву удмуртскую литературу, помогала, и вот она культуртрегер, я бы сказал, большой культуры в удмуртскую культуру. Она уважаемая женщина, она где-то чуть не исполнилась, ей 90 лет ушла из жизни в Москве и так далее. Ну, поскольку сейчас, наверное, чувствуем время мы исчерпываем, да, я все же покажу снимки, не так уже и много, да. Вот Да-да, это, давайте. вот это делегация удмуртских писателей на съезде, я не помню в каком, здесь наши классики Герман Ходорев, Кирилл Ломагин, это русский поэт, который переводил Владимир Солоухин, это наш Владимир Самсонов, это Нивх писатель, Санги, Владимир Санги, ну, я себя не буду называть уже, это Николай Батеряков, племянник классика нашего, вот такого, это военный писатель, танкист, он оставил много стихов, песен много написано. Он перевел незадолго перед уходом из жизни, перевел повесть «Маленький принц» Сент-Экзюпери, напечатал в газете. И вот этот переведенный текст вдруг пригодился в прошлом году. Нашелся во Франции вот издатель, меценат, который издает «Маленького принца» на всех языках. И недавно вышел перевод на бессерменский язык, потому что бессермяне не признавались как этнос отдельный в составе
вот удмуртского народа, не включали его даже в реестр народов, а сейчас он включен, бессермянский народ, бессермянский этнос, малочисленный, включен, он на севере Удмуртии живет, и вот они перевели на свой язык Сент-Экзюпери, на свой бессерменский язык, и этот пропст-меценат французский издал эту книгу принца. Я хочу показать снимок. Была ведь создана ассоциация финно-угорских писателей. Вот в годы перестройки уже. И здесь я хочу показать вам Петера Домакоша, который всю жизнь положил, я сказал, на изучение литератур финно-угорских народов, формирование. Вот это Зоя Алексеевна Богомолова с делегацией. Я назвал имя Фомы Кузьмича Ермакова, который жизнь положил на изучение биографии. Ему пришлось много в архивах работать, Фома Кузьмич Ермаков, сейчас уже его нет. А вот это, не всех я знаю, это какой-то форум. Ну, это из той же делегации, это наши поэты здесь, студенты, это финны принимают удмуртскую делегацию. Вот дальше удмуртской литературой занимается профессор Жан-Люк Моро Сорбонского университета. Вот он был в делегации, и вот в гостях у художника, заслуженного художника РСФСР Петра Васильевича Ёлкина. Это тот же снимок попал. А вот сейчас это интересно, современный коллектив удмуртских писателей, которые писатели Удмуртии, вернее, точно сказать, потому что здесь и русские писатели есть, и татарские писатели, потому что у нас где-то 6 писателей, которые пишут на татарском языке. Вот это некоторых, большинство из них живы, некоторых писателей уже нет. Вот такой коллектив писателей Удмуртии. Ну, большинство здесь удмуртоязычные писатели. Вот это Домакош тоже здесь. А вот я хочу показать, это интересно, правление, одна из последних, сейчас немножко переизбрана, но это те же писатели, правление Союза писателей Удмуртии. Это Егор Заклебин, это Патрикинов, это Виктор Шибанов молодой, а вот это Василий Михайлович Ванюшев, литературовед, вот это русские писатели Посклёбышев, поэт прекрасной Некрасовской школы. Ну, а это уже делегация ученых. Ну, вот совершенно замечательный снимок. Я чуть не пропустил это. Это совершенно замечательный снимок. Ведь тогда приводились дни советской литературы в разных республиках и областях, чтобы писатели побывали на производствах, им показывали заводы, вот поля колхозные. И вот кто-то, я даже автора не знаю фотографии, видите, наверное, Флор Васильев, молодой, в зените славы, в зените своего вот молодого возраста, и Ахуджава был. Вот совершенно прекрасный снимок. Вот это Геннадий Красильников и Флор Васильев здесь, в гостинице «Россия» в Москве. Я хочу еще сказать, как бы уже вот занавес, что ли, обычно как-то забывается это новая как бы линия. Это наш доктор филологических наук, христианский писатель, можно сказать, Михаил Атаманов. Он и ученый, и священник, и как-то наш епископ сказал, что Михаил Атаманов пришел в церковь не как неудачник, а как доктор филологических наук, убежденно, и он пишет в жанре жития, и он создатель эпоса героического, «Тангыра» называется. Вот это он на выставке художника. А вот эта картина в год гибели Флора Васильева, и здесь вот картина, так далее. Тоже правление повторяется. И вот это еще раз очень важно, это первый бессерменский поэт, ну, как удмуртский поэт, но он назвал себя бессерменским поэтом, и его фраза вот эта стала как бы ключевым. Это современная Татьяна Чернова, которая идет по пути Ашанчуки, и, видимо, это уже последний снимок. И вот я заканчиваю историю удмуртской литературы Домакушем, опять же повторяю, что это самая полная история от начала до конца. Перевела эту книгу советской литературы Юлия Васовчик, которая жила
в Ужгороде. Ну вот таки. Вот, вкратце, я говорю вкратце, потому что я много могу говорить разных историй, по удмуртской литературе, поскольку, преподавал долго удмуртскую литературу. Сейчас я не преподаю это, другой предмет преподаю, журналистику. Ну, вот так, Спасибо большое, Александр Григорьевич. Я думаю, что нам всем было очень интересно. И вот я вижу комментарий, что получила невероятное удовольствие от лекции. Спасибо огромное. Да, я присоединяюсь к благодарностям. Спасибо вам большое. Действительно было очень интересно. Давайте послушаем наших участников, какие вопросы они хотят вам задать, о чем спросить. просто я заранее скажу спасибо за приглашение. Это как бы для меня урок, чтобы как-то сосредоточить, сконцентрировать и выразить то, что я хотел выразить. Спасибо. Да. Да, если есть Пожалуйста. вопросы, пожалуйста. Спасибо. Хорошо. Тогда Свете слово. Едыгаровой. Да. Спасибо за лекцию. Было супер интересно. Прямо такое, как это называется, Удмурчанин, привилегированно, Вера. привилегированно я себя чувствую, потому что такой лектор и такая тема сейчас моя любимая тоже и любимое время. У меня вот такой вопрос, о котором я уже думаю достаточно долго, про Кузибая-Герда. Вы не говорили про это, но это и не была темой, я думаю, про дело Софин, Союз освобождения финских народностей, такое дело, которое сфабриковали против, скажем, финно-угорской интеллигенции. И по этому делу как раз вот репрессировали многих. И Кузибая-Герда назначили руководителем этого сфабрикованного дела. Я все время думаю, вот почему они выбрали именно Кузибая-Герда, почему там другого не выбрали там. Я думаю, что более таких подходящих претендентов, наверное, больше могло быть. Например, коми-лингвист Василий Лыткин, который там целый год был за границей Финляндии, Эстонии, Венгрии и занимался вот всеми этими финно-угорским языкознанием и так далее. Как бы вы ответили на этот вопрос? Спасибо. Я ответил бы так, что Кузибай-Герд был харизматической личностью, и он больше всех мог влиять на финно-угорскую интеллигенцию. Я считаю, что это был проект того бюрократического крыла советского руководства, которое боялось ограничить или потерять свои насиженные места, можно сказать, потому что бюрократизм был одной из самых больших опасностей для такого рода чиновников. Ведь, понимаете, у Ленина есть слова, что если советскую власть и погубит кто, то это бюрократы. И не случайно Ленин в 21 году еще обратил внимание на стихотворение «Глава большого государства». Значит, обратил внимание на стихотворение Маяковского про заседавшийся. Это было о бюрократизме, и Маяковский во второй половине 20-х годов не случайно обратился к этой теме и написал 2 пьесы «Баня» и «Клоп». Я объясняю так, потому что во всех этих республиках, в национальных, как бы боялись вот этого движения. И ведь, понимаете, тут никто это как бы не обращал внимания, что национальные республики, они как бы особую атмосферу уже создавали в своей культуре. И дело Герда Софин было приписано тогда, когда Удмуртию присоединили к Нижегородскому краю. Вот это очень интересно. Дело Софин было возбуждено не в Удмуртии, а в Нижегородском крае. Это о многом говорит. К чести удмуртских чекистов, можно сказать, не они возбудили.
хотя, наверное, были вынуждены подчиняться. Мгм. У меня есть доклад на эту тему. В Екатеринбурге я сделал, и доклад этот есть на моей странице ВКонтакте, опубликован в сборнике Екатеринбургского университета, Уральского университета. Мои размышления там. Мне очень понравились выступления Светы Едогаровой тогда, потому что она совершенно показала механизмы опустошения удмуртского языка с Мгм. этими переводами буквальными, Мгм. потому что буквально переводя, язык утрачивал свой дух, свое Мгм. своеобразие. Вот это, это я совершенно приветствую, потому что совершенно, то есть хорошо показано, как все это происходило. Дубляжные газеты под видом того, что мы уважаем язык, они губили Мгм. удмуртский язык. Да, вот так. Спасибо большое. Я Спасибо. посмотрю еще вашу страницу ВКонтакте и Да, эти посмотрите. статьи тоже. Спасибо. Спасибо. К следующим вопросам. Я так понял, что хотел Артем высказаться и задать вопросы. Тогда, пожалуйста. Да, Бурджит Александр Григорьевич, очень рад вас видеть, очень рад вас слышать. То есть, хотя вроде бы так по времени много получилось, но я с большим удовольствием слушал. Знаете, как были средневековые такие, я даже не знаю, как это по-русски называется, люди, которые рассказывали, типа, баили, да, вот они рассказывали, и у вас вот замечательный такой набор баек, одна перетекает в друг другу, как бы, ну, одна в другую перетекает, и прям, ну, вообще, это, ну, сплошной восторг. Вот. Но у меня есть несколько вопросов, наверное, коротких, и несколько таких дискуссионных комментариев. Наверное, я начну с вопросов. Значит, самое первое. Ведь по-удмуртски Кузибай-Герд, насколько я знаю, он писался как Куджебай. Правильно? Кучабай, да. А что означает само слово Куджебай? Кучабай – это просто кузё, это как бы хозяин, хозяин, кудзё, а бай – это, ну, приставка или, как это называется, к окончанию, много таких ведь имен. Поэтому я и не готов ответить на этот вопрос Кудзябай, потому что это имя Кудзябай, и природное имя удмуртов, и поэтому он хотел, видимо, сказать, что он и первый, и он и хозяин, он и как бы вождь, и он как бы ведущий. Вот все эти значения, мне кажется, в этом слове есть, потому что Герд был человеком очень самолюбивым по характеру, он знал цену своего таланта, своих возможностей. Он очень был э, как бы ревнив, э, когда отбирают у него славу или когда его где-то ущемляют. Он хотел действительно быть хозяином, Узебаем, Гердом, ведущим, который ему очень нравился образ Данко. Образ Данко Горького, и он как бы судьбу свою в какой-то мере предвидел. У него и стихи есть, что он отдает, жертвует своей жизнью ради народа. Это не был какой-то эгоист, делающий себе карьеру, он совершенно мыслил категорией народ. Вот я так бы ответил. Но ведь по-удмуртски хозяин – это Кужо, Всё, да. а он Куджебай. То есть получается, что это какая-то трансформация слова хозяин. Какие-то там фонетические изменения, но особо какого другого смысла я не вижу. Не Мгм. вижу. И поэтому это как бы слово особо не привелось, и называют сегодня просто Кузябай-Гер, да. Но Фома Кузьмич Ермаков настаивал, чтобы все же писали с точками на букве «З». Да. Вот это требует исследования дополнительного, как говорят, что Мне я, кажется, это некоторая диалектная, может быть, это какая-то диалектная неустойчивость, может потому что быть, мы может в те быть годы, так. если смотрим, да, ну вот Света пишет то же самое. В те годы, если мы смотрим газеты, то там многие слова, они вот, ну там, действительно там отличаются от современного литературного написания, вот в части использования фрикат, там,
джажек или джаджек, вот эти вещи, кажется, это случай вот такого варьирования, что оно как бы еще не сгладилось в выбранном им псевдониме. И вот Света, по сути, соглашается с этим. У него в диалекте происходит африкатизация, это приближение к его диалекту. Думаю, Ну, я, пишет она. Мгм. вы как лингвисты объяснили это, мне это сложнее объяснить, но надо еще поконсультироваться с Кельмаковым. Валентин Кельмакович, как он ответит на это? Да? Хороший вопрос. Это научная проблема, отдельная как бы. Ну вот, хорошо, спасибо за вопрос тоже. Да, Раз слушаю. уж вспомнили про Валерия Кельмаковича, я просто специально у него интересовался, ну, говорю, вот Ашальчио Кижи пережила репрессии, да, но получается, как бы, вот те, кто не пережили, понятно, а она пережила, но она после этого не занималась литературной деятельностью. Вы сказали, что она решила помогать людям, как бы там, стала врачом, значит, открывать глаза и так далее, в прямом смысле. Вот. А Кельмаков говорил, что она настолько была шокирована вот этим всем, что происходило, что она просто не смогла вот просто как бы вернуться к литературной деятельности. Поэтому вот то, что немного она написала, она вот к этому уже ничего не смогла добавить. Но это его точка зрения. Вот вы, наверное, не согласны с этим, да? Да, в какой-то мере согласен, но тут такой литературоведы, вот такие серьезные, видят какой-то глубинный смысл в том литературном процессе, потому что литературный процесс менялся, литература менялась, новые задачи. Ведь Ашальчиоки перестала писать тогда, когда еще не преследовали ее. Последнее стихотворение опубликовано в 28 году. Она сознательно ушла, думая, что она уходит временно из литературы ради медицины, потому что буквально есть у нее, что прежде чем духовно открыть глаза народу, надо физически открыть глаза народу, потому что он гибнет от трахомы. И вот когда она уже вышла на пенсию, она действительно возвратилась к литературе. Она стала писать рассказы детские, но уже литература не пошла, уже нет. Она призналась, что она выдохлась как бы, и она не может подключиться к новой литературе. Вот такие процессы, ну, такая драматическая судьба. Но здесь, в общем-то, сыграли, что другие механизмы литературы, другое время, другой дух, она перестала писать. Но это было все еще, когда много было такой духовной свободы, еще НЭП в какой-то мере продолжался, ведь 20-е годы и до начала 30-х годов создан Золотой фонд советской литературы, когда было много вот такой соревновательности творческой. Долго отвечаю, но вот будем искать ответы на это, более четкие. Слушаю. Следующий момент. Ну, вы так вскользь затронули то, что, значит, интеллигенция удмуртская рождается в деревне, да, и умирает в городе. И я, честно говоря, сам видел по Ижевску, насколько Ижевск просто, ну, русский город, вот прям в прямом смысле этого слова, то есть там удмуртского практически ничего нет. И понятно, что удмурты, которые приезжают в Ижевск, они, ну, как бы просто растворяются в этом, да, то есть как бы ничего не сохраняется. Но, значит, Татьяна Владыкина мне говорила, что вот это очень опасный стереотип, что если будет жить деревня, то будет жить удмуртский язык. Она говорит, что сейчас вот те деревни, которые она помнила, в которых просто звучала удмуртская речь, она сейчас туда приезжает, как бы деревня стоит, дома стоят, но люди говорят уже по-русски. Поэтому в первую очередь, конечно, ну я не знаю, может быть, Артем меня сейчас наругает за то, что я сейчас такие вещи буду говорить, но мне кажется, что очень опасно уповать на деревню в отсутствии языковой политики. То есть все-таки в первую очередь нужна какая-то взвешенная языковая политика, потому что никакая деревня не поможет сохранить язык, если у нас просто со всех сторон доминирует русский, да, и удмуртский просто, ну, как бы нет в детских садах, нет в школах, вообще как бы в смартфонах нет, то есть, ну, нигде, да, на телевидении нет, на радио. Там, допустим, опять-таки, то, что говорит Кельмаков, он говорит, что Удмурт-Дуне
он очень сильно их не любит, потому что они сейчас пишут, ну, то, что опять-таки вы говорите, вот этот, как сказать, своеобразие вот это удмуртского языка, оно теряется, потому что они очень активно используют русские кальки просто. Но с другой стороны, я говорил с Зинаидой Рябининой, да, я говорил с Зинаидой Рябининой, она говорит, а мы не можем писать по-другому, потому что люди просто нас не будут выписывать. Они привыкли к русскому построению фраз, да, они вот как бы вот этот образ. И если она говорит, мы будем писать вот красивым удмуртским языком там 20-х годов, просто люди скажут, мы не понимаем, и на этом все закончится. Поэтому вот то, что вы говорили, что вот было на данном этапе Академию наук на удмуртском языке, но хотя бы если будет образование на вот, удмуртском языке в начальных классах, то мы сможем вернуть удмуртского читателя. Потому что писатели, может быть, они есть, они могут какие-то премии получать, что-то делать. Но если нет читателя, тогда в этом всем просто нет смысла. Да, это да, но когда мы говорим, что вот удмуртская деревня, то удмуртская деревня тоже уже не та традиционная, она сильно изменилась. Это дискуссионный вопрос, но очень полезный вопрос, то есть очень хороший вопрос, и он дискуссионный. Здесь вот надо как-то сбалансировать и между учеными, и между литераторами, вот найти какие-то общие точки соприкосновения. Да, дискуссионный вопрос. Ну и последнее, что, в принципе, я себе записал, ну, на самом деле, конечно, мы можем обсуждать до утра, я не сомневаюсь, что темы найдутся, но, по крайней мере, из такого ключевого, значит, то, о чем я думаю, что все-таки литература сейчас трансформируется, ну, просто потому, что жизнь другая, да, и даже русская литература, она другая, потому что сейчас люди меньше читают больших произведений, таких вот, ну, как бы романов, Да, повестей и так далее. Сейчас гораздо более популярен короткий жанр, и это в каком-то смысле на руку удмуртскому языку, потому что как бы я смотрю даже по соцсетям, что, например, если человек напишет длинный пост, то там будет там 2 лайка, да, а если на какой-нибудь короткий, там типа анекдот, тогда люди прочитывают, они как бы могут это осилить. И я думаю о том, что сейчас, ну, все-таки, как бы, поскольку вот меняется мир и меняются жанры, то нужны новые форматы вот в дополнении к тем. И вы как раз упоминали то, что вот многие стихи о Шальчиоки, они стали песнями. И вот мы как-то сидели в лагере удмуртского языка и говорили с Вячеславом Марсерги, он тоже очень много пишет, да, но я говорю, что, ну, Вячеслав, вот вы пишете, да, но это не доходит до широкой публики. А с другой стороны, есть, ну, я не хочу сейчас никого обидеть, да, но есть на удмуртской эстраде артисты, которые как бы пишут сами песни, и они, ну, как бы не очень грамотно их пишут, да. И я говорю, вот, Вячеслав, вы можете просто взять шефство и предлагать, например, свои стихи вот этим певцам, потому что, как бы, может, там какая-то девочка выйдет, споет, да, а Сергей не споет, он не умеет этого делать. Но он может написать какой-то красивый стих, из которого мы сделаем какую-то красивую песню, и эта песня как бы пойдет в ротацию, и удмуртский язык будет на слуху. Он сказал, я, говорит, не против, но меня никто не зовет. И в этом смысле я просто очень как бы хотел, ну, как-то вот запустить вот эту вот идею, да, чтобы все-таки старшее поколение, которое лучше знает язык, и младшее поколение, которое, может быть, как-то может это ярко оформить и преподнести, все-таки какой-то был вот, я не знаю, наладить какое-то сотрудничество, потому что, ну, на самом деле ведь в песнях очень часто просто, ну, не хватает какой-то грамотности, да, какой-то редактуры. Может быть, старшее поколение могло бы помочь. Это было бы, мне кажется, очень здорово. этот процесс, я думаю, идет, он, может, медленно идет, но все же он есть, такое взаимодействие поколений. Это было бы полезно, хорошо, да. Что еще? Пожалуйста. Ну, у меня, Спасибо за идеи. Да. да, у меня основные вопросы закончились, но вообще я очень рад вас видеть, слышать, и вот просто глядя на слайды, знаете, я все-таки давно уже не был в Удмуртии, ну, по понятным причинам. Вот, и я просто сейчас смотрел и вспоминал, ведь я эти книжки там держал в руках и там сканировал кое-что, и с людьми общался, и вместе на конференции ездили.
и фотографии, и некоторые из этих видел. И вы прям меня окунули вот в воспоминания, это вот мои стажировки в Удмуртии, и вот в этих всех лагерей, и какой-то работы. Большое спасибо. Туджбаджимтау. Спасибо большое. Я тогда жду еще вопросов. Если их пока нет, то задам сам. А можете рассказать нам о судьбе дочери Герда? Айно ее звали, да? И, ну вот, да, и еще интересно о судьбе... У Ашальчаки же были дети? Да, племянница, то есть внучка приезжала недавно на юбилей. Вот, можете Здравствуйте. рассказать о них? Востока. Какая судьба у этих людей? Вообще Этих они как-то Ашальчаки. связаны ли с Удмуртией, с Удмуртлыком? Почему никто не продолжил? Вообще, почему? Есть ли какие-то литературные династии у нас, или никто не продолжает обычно дело своих родителей, если это писатели, поэты? Есть За такие редким исключением. династии, вот Самсоновы есть, но что касается Ашальчаки, Ашальчаки, это была как бы литературная семья, потому что его Иви, ее брат, и как раз сейчас издается книга, собранная из вот юморесок, статей вот этого, вот я сейчас Ивана Векшина. А, У них есть еще племянник, который работает, он преподаватель университета, и он профсоюзный деятель, но литературой он не занимается. А сам, вот Айвайви, он был литератором. А вот насчет Герда, дочери Герда, немножко это, то есть не то, что немножко, но просто это грустная тема, ведь она не так давно умерла. Она еще увидела, это очень трудная, трагическая судьба ее, никуда и не принимали, а когда если принимали, узнавали, ее выгоняли с работы. И дело грустное еще для меня потому, что я, когда стал заниматься Гердом, я ведь издал книгу, довольно солидный сборник в издательстве «Удмуртия» Герда. Это второй сборник после репрессий. Вот. И затем издал в Москве в переводе Смольникова, московского поэта, довольно большую книгу, ну, как стихотворную «Ступени» называется. Она получила, вы знаете, сколько получали гонорары позднее советское время? За строку известный писатель мог получить 3 рубля. Что такое 3 рубля за строчку советских денег? И Айна получила довольно большие деньги. Знаете, на эти деньги можно было купить автомобиль «Волга». И грустно то, что эти деньги ее погубили. Потому что она была уже в таком состоянии, в таком она доме жила, в Сарапуле. Поэтому, ну, она вот, да. И печально, вот внук Герда, в общем, сложилась жизнь у сына Айна. Он жил в Ленинграде и, в общем-то, давно, то есть он просто исчез. Вот. Конкретно как и что, никто это не знает. Ну, поэтому здесь как бы искусственно была прервана вот гердовская линия. А вот Ашальчаки, ну, они просто в литературу не пошли, это были хорошие специалисты, и сын, и вот внучка, племянницы, вот так я скажу. А династия литературная, в общем-то, только Семена Самсонова, где вокруг он окружен племянниками, внуками, роднёй, которые многие литераторы, хорошие, талантливые люди. И Черновы еще, женская династия. Петра Константиновича Чернова, да? Или Нет, нет, ну я неправильно говорю, я забыл просто. Татьяна Черновой мама. А? Да, я просто забыл, мне сразу и приходится вспомнить. Сейчас я и фотографии покажу Татьяны Черновой. Это по существу уже народная поэтесса у нас, очень популярная, очень много песен на нее. Ее мать жила 90 лет, и вот музей создан для матери около дома. И Чернова вот все последние годы служила матери.
Вот такая судьба, потому что мать долго была недвижная, и все время силы уходили на нее. Но Черновой, да, это династия, потому что мать поэтессой была, детской поэтессой. И дальше финские студенты великолепный спектакль поставили по поэме Черновой, привозили они в Удмуртию. Дочь у нее Дарали Лили, деятель культурный сегодня. Она первый фильм сделала удмуртский, на чистом удмуртском языке. И внучки, которые, внучка, которая, не внучка, а дочь вышла замуж за венгра, живет в Трансильвании румынской, и тоже литератор. И внучка, она тоже по линии искусства идет. Так что вот это такая линия. То есть, получается, Ашальчи, как бы уйдя из литературы, сохранила, можно сказать, себе и жизнь своих детей и ближайших родственников, а Герд, отдав себя всего литературе, удмуртскому народу, получается, этого не сделал, и в каком-то смысле получилось, что его дочь стала заложником, ну, его, не знаю, его служения такого, да? Тоже воплотилась за отца своего. А здесь линия прерывается, да, к сожалению. Разве это не является в какой-то степени вот для, ну, как бы некой демонстрации того, насколько, ну, опасно, что ли, удмуртское дело, да? Но наверняка же люди, которые знали о его судьбе, знали Айно, знали судьбу Айно, они понимали, что вот наглядный пример, как бы, ну, что не нужно туда идти, этим заниматься, потому что просто это приводит к несчастью. Не служит ли это также каким-то косвенным, как бы это сказать-то, тем, что антимагнитом к удмуртскому делу и удмуртской идентичности, знание таких биографий? До таких обобщений как-то, наверное, не доходит, потому что все же есть молодая поросль, и многие хотят идти в литературу. Вокруг Кенеша, вокруг журнала «Инважо» много Те, кто людей. не разобрался просто еще. Они не боятся этого. Таких обобщений не делается, я думаю. Но ведь не только они. И ведь много судеб и в других областях, но жить-то все равно надо, жизнь продолжается. И так пессимистично, в общем-то, не смотрят, потому что они считают, что не только ведь наша судьба такая, и сохраняется народ, и здесь ответом для молодежи можно сказать, вот, понимаете, стихотворение Анны Ахматовой «Мужество». Ведь и трагическая фигура, значит, мужа убили, сын сидит в тюрьме, а она пишет, что был голос мне: уйди отсюда, но я хотела быть со своим народом. Вот ответ. Вот это такой ответ трагический, великий ответ, можно сказать, великий ответ, что да, я обижен, за да вокруг такие судьбы, но есть народ, есть Родина. Я вот так считаю. Вот есть судьбы, которые, будучи в эмиграции во время войны, когда жизнь этих литераторов, художников сложилась, а во время войны заняли позицию. Если Мережковский и Гиппиус отправили телеграмму с приветствия Гитлеру, вот даже такие писатели, если политики, даже Милюков, там и Бунин, и другие сказали себе, что да, мы против власти советской, да, мы против большевиков, но это наша Родина, и сегодня мы должны быть в Советской России. Вот я вот так ответил. Как еще можно? Да, они тоже жертвуют ради будущего народа своего. Есть народ. Так, у Николая Кузнецова вопрос, я вижу, был. Пожалуйста, Коля. Это не Николай, это я. Да. Я воспользуюсь случаем и задам вопрос про современную литературу, если можно. У меня два вопроса.
Для начала первый вопрос. Как вам кажется, современные писатели, поэты и так далее, они пишут ради денег сейчас или у них есть какая-то другая цель? Абсолютно не ради денег. Литература не приносит им, можно тут сказать, ради славы, может быть. Но художники, писатели, в общем-то, всегда писали от души для того, чтобы дух остался их. Они идеалисты. И Мгм, сегодня художники и писатели – это самые большие благотворители. мгм, Они это делают бесплатно, потому что литературы, хотя и государство не в той степени поддерживает, как и раньше, но издается литературы немало, много. Количественно даже больше, может, издается. Нет, я думаю, что это все же сила духа, вера в то, что они не пропадут, что им хочется оставить себя, они не хотят, чтобы забыли, ведь наши родители старые уже о чем думают перед уходом? Они думают: "Вот меня забудут, вот как бы, а вдруг вы не придете ко мне и на могилу?" И люди на могилу приходят своих предков, и они хотят их, чтобы потом и у них приходили, чтобы о них помнили, чтобы помнить. мгм. Что они не пыль на земле, что они в чем-то где-то в вечности останутся. Я так, вижу порывы нашей молодой интеллигенции. Они Тогда второй вопрос. Почему так мало литературы современной в интернете? Нет традиции, они чего-то боятся или какая другая причина есть? Вот мы, например, живем далеко, у нас нет мало возможностей покупать литературу, а читать тоже хочется, хочется знать. А интернет, он почему-то так мало используется. Почему? Я думаю, что нет еще традиции, они еще не понимают силы интернета, что переходит многое культура в интернет, и надо широко пользоваться. И сам интернет, значит, ведь интернет, и вот эти социальные сети рассматриваются ведь как гражданская журналистика. И вот недавно был вечер творческий юмориста Винокура, и он разыграл такую сцену, его спрашивают: "А почему вы не блогер?" А он говорит: "Я не хочу быть блогером, я не хочу, чтобы много людей знало, чем я завтракаю". Он спародировал, что, вот в социальных сетях много мелкотравчатости. Люди не используют, вот, как гражданскую журналистику интернет. Ведь люди живут трудно. У них, их обманывают, их, разные, случаи жизни. Я не имею в виду, между собой какие нестыковки. Они, предпочитают не писать об этом, они могут выставить свой завтрак, свои перепечи, свой борщ и так далее. Вы правильно ставите вопрос. Нам самим надо сказать: "Товарищи, давайте в интернет мы используем в таких, целях образовательных, просветительских, э, для познания жизни". Вот, я бы такой диалог, хотел иметь, вот по вашей заданной теме. Вы очень хорошую тему поднимаете. Я Как бы бы не я согласился. Мне кажется, уже удмуртский читатель пропал. Вот Дорали весь свой роман выложила в интернете. Пожалуйста, как бы читай не хочу, просто уже такой спрос низкий на удмуртскую литературу. Ну да, на удмуртскую, ну, я как-то видел, то есть имел в виду не только удмуртскую литературу, но да, удмуртскую литературу надо, и язык надо больше распространять, и тоже над этим надо работать, потому что вот в этом аспекте удмуртская интеллигенция плохо использует интернет. Он только входит сюда, мы поздно туда вошли, недооцениваем. Мало кто иногда ставишь на страницу хороший вроде текст, должны быть, если есть много лайков, и даже активная удмуртская интеллигенция даже лайки не ставит, не то что отклики. Мгм. А есть хорошая, ну или вообще, есть ли молодежная проза? Ну, подростковая проза. Ой, прозы, может, именно как такой специальной есть, но молодежная проза есть, и это Инважо дает, и Удмуртский театр ставит вот такие темы.
на спектакли, да. Но именно подростковые, конечно, мало. Детских писателей, особенно прозаиков. Прозаиков нет, потому что в основном это поэзия, а для прозы подростковой, может, писатели не дозрели, потому что прозе нужны мысли и мысли, как говорил Пушкин. А осмыслить современную жизнь с точки зрения подростков довольно сложно. Большое видится на расстоянии, точное, но ну, вообще мало всего. Но здесь может быть еще меньше, так бы я Жалко, сказал. жалко, жалко. Потому что дети вышли уже из того возраста, когда ну, они уже не дети, они уже подростки. Они Да, вот эту детскую литературу читать уже не хотят, им не интересно. Взрослые до взрослые пока еще не доросли. Но время от времени как-то хочется им давать на удмуртском языке литературу. Подростковая была бы как раз в самый раз. промежуточный. Я по этому поводу скажу такую байку, как сказали, когда один выпуск, предыдущий выпуск театральный, вернулся из Москвы, из Щукина, из театра, из училища Щукина, может, называется по-другому чуть. И вот здесь они стали уже работать, и приехал их преподаватель, педагог, режиссер, который помогал им. И он здесь немножко пожив, пообщавшись, сказал: трудно вам, ребята, придется здесь, трудно. А почему, они спрашивают, у вас нет театральный город? А почему нет театральный? А у вас нет театра юного зрителя, имея в виду и русский театр театральный. Это у нас только сейчас театр юного зрителя появился. Но это очень интересное замечание, это всегда у меня живет в душе, что нет вот среднего звена для передачи культуры, сделать театр, сделать город театральным. И еще дело, если это касается вот этой культуры, театра, ведь у нас много лет театр был музыкально такой драматический, у нас постоянно ставили оперетты и комедии. Мы не воспитывали серьезного, думающего театрала, читателя, зрителя. И один актер очень интересный, ну, несколько 3-4 года назад они вернулись с гастролей из деревни. Я спрашиваю, может, это же еще дольше было. Спрашиваю, ну как вы, Слав, выступали, как вас принимают? Говорит, прекрасно, так, говорит, любят нас. После спектакля женщины подходят, говорит, ведь как мы с удовольствием смотрели, но вот если еще побольше поплясали да попели, это было бы совсем замечательно. Наш зритель ждет, чтобы в театре плясали и пели. Ну вот, нет серьезных таких философских спектаклей, чтобы мы воспитали умного, сильного гражданина, который может постоять за себя и за свою родину. Вот. Так я бы ответил. Спасибо. Я хотел от себя спросить, пока люди собираются, расскажите про оттепели. Вот вы когда-то делились своими впечатлениями вот о том, как вы пришли в школу, по-моему, в тот день, когда стало известно о смерти Сталина. Как это вы знаете, Артем? Да, это было так, потому что я сказал, что вот деревня после войны долгое время еще была совершенно патриархальна. Ведь я с отцом ходил еще в лес молиться. Вы можете себе представить? В лес у Вот нас было расскажите про это, потому что нам об этом уже никто не расскажет. лес, мы ходили, у нас был определенный участок, и мы шли с отцом, хотя отец мой был инвалидом, но он настолько это считал нужным делом, за километров 8, может 10 мы шли пешком, наш заветный уголок глубокого леса, несли туда мы яичный блин, водку и корыца деревянные, чтобы, придя в это место, налили водочки в это деревянное корыце, и там такую площадку, и угощение поставили, налили водки, именно водки, кабак вина, говорили, это магазина купленное, кумышкой недостойно было угощать лесного бога Нюлесмурта. И вот мы там молились, и потом все это угощение на ветке я лазил на дерево, складывали, и потом, немножко отойдя, разжигали костер, там мы как бы ели
причащались еде, и, уходя, кричали: «Нюласмурт, приходи, мы тебе оставили» и так далее. Иногда мама приходила, но она не имела права заходить вот на тот участок, где вот было это место угощения лесного бога. А отец, он боролся то есть он молился за хозяйство он молился, он был язычником. Но по утрам, он же закончил церковно-приходскую школу, по утрам он в сумерках молился христианскому Богу. Я не понимал, это было на церковно-славянском языке, но первую фразу я понимал: «Награди меня, значит, силой честной и животворной». Вот так начиналась молитва каждый день. Это совершенно было регламентировано. У него был свой стул за столом, совершенно твердо, своя ложка. Вот такая была регламентированная жизнь. Он был и полуязычник, и полухристианин. А мама была чистой христианкой. Она ходила на церковные праздники в село Кекоран. Там была церковь, построенная в начале, то есть в середине 19 века. И меня водила с собой и учила молиться. Я молился до 2-3 класса. И вот когда было 5 марта, когда умер Сталин, на 2 этаже, на переходе, на подъеме с 1 этажа на 2 установили бюст Сталина, и там установили дежурство такое пионеров уже в галстуках, которые, значит, отдавая честь, стояли, минут по 5. И учительница... Я им завидовал очень, хотя я не понимала, почему же плачут учителя, ведь не отец же умер, не родной же отец умер. Мне это чувство меня жило. Но в то же время я завидовал детям, которых они в почетном карауле. И учительница моя, видимо, почувствовала мои чувства, подошла и на ухо сказала: «Вот, Саша, если бы ты не ходил в церковь, ты бы тоже так стоял. Меня не приняли пионеры». Вот со всеми вместе я попозже был принят. Вот такое впечатление, оно сильное впечатление, сильное чувство, и в это же время какие-то чувства я испытывал сильные, не связанные, может быть, с религией, но уже как-то с законами повседневной, может, этнографией. Я, поскольку мою сестру направили в Казань учиться на пионервожатую, деревня такая была, что мало кто, кроме солдат, выезжали за пределы деревни. И она потом написала нам письмо подробно, кто их встретил, кто доброго пути пожелал. И мы, собравшись с семьей, написали в Казань письмо. И чтобы это письмо дошло, мы наклеили туда 6 марок. У нас такое представление было: если много марок наклеим, то письмо дойдет благополучно и даже быстрее. Вот у моих родителей малограмотные были. Отец церковно-приходскую школу кончил, хотя разбирался в жизни хорошо. И представляете, через 2 недели это письмо приходит к нам обратно с надписью, что вы неправильно наклеите марку. Вам 1 марку было наклеить, а не 6. Вот понимаете, это символ дремучести, символ того, что какие исполнительные у нас люди хорошие, но в данном случае исполнительность перебарщивает. Потому что, кто мешало там человеку подумать, это же не вредит, 6 марок, они лишние расходы. Вот такие вещи интересные. А потом, когда, я помню, брат с фронта пришел, и мы перестраивали дом, и разбирали этот дом, и не было, там много, я плакал, что дом мой разрушает, и меня спросили: «А почему ты плачешь?» А я сказал: «А вот сердце мое уходит по бревну, которые бросают». Вот такие впечатления, такие вот переход от патриархальной деревни такому к новому, уже он был тоже какой-то драматичный, можно сказать.
А можете рассказать ваше родовое имя удмуртское? Мое родовое имя у нас Бекман Альчи. Я не Шкляев. Шкляев — это нам священник дал фамилию. А так в деревне мы называли Бекман Альчи Санко. Санко — это, грубовато слово. Саша. Саша — это тоже русское. Александр — русское. А у удмуртов были имена свои примерно так, как Шандор Петефи. Шандор Петефи — это Виталик Александр, сын Петра. Оно совершенно по-удмуртски звучит Сандыр Петерпи. Сандыр Петерпи. И вот, понимаете, это процессы, они... Вот сейчас я прихожу в деревню свою, у нас были свои названия деревень, которые варшудными именами какими-то, вот Дурга, это варшудный, это жук, разновидность жука. И я прихожу, а там деревня дружная, топонимика меняется. Этим самым тоже, в общем-то, вытравляется национальное своеобразие. Люди, которые это делают, не совсем сознают, но было бы хорошо, если деревня, вот эта топонимика, микротопонимика сохранялась, потому что это историческая ценность. Не все деревни описаны. Не все деревья, не во всех деревнях были фольклорные экспедиции, и потом трудно будет. Притом есть такие топонимы, которые скрывают историю. Вот это тоже не совсем осознанно, как бы, да, ну, вроде это хорошо, новые надписи и так далее. Э, ну, вот это проблема. Когда мы в Йошкар-Олу приезжаем, там ведь те улицы на двух именах, то есть и на баварийский, и по-русски. В этом видится такое уважение к своему прошлому, к истории. Это тоже важно, потому что национальная культура, этническая культура создается из таких, это больших мелочей, можно сказать. Больших А мелочей. вы знаете свой воршут? Маршрут, Да. маршрут мой, нет, я свой маршрут не знаю. И родители, да, тоже или вы не знаете? По-моему, Ну, не родители знаю. знали? Мне кажется, вот слово «бекман», возможно, это относится к какому-то маршруту, просто оно звучит, потому что это значит «бекман»? Это где-то в Эстонии могло быть. У нас совершенно это не как удмуртское. Я думаю, какое-то это пересмысленное маршрутное имя. Но многие, вот у нас рядом жили Шахта, и все говорили, думали, что они из это шахте работали. Нет, ничего подобного. Шахта, это маршрутное имя, они не имеют никакого отношения к шахте. И многие такие, потому что многие слова приобретают другое фонетическое значение. И вот, скажем, у меня деревня Якшур. На самом деле это Ягошур, Якшур. Яг — это сосновый бор, это бор, а Шур — это река. Но у нас в деревне говорили, что вот в древние времена здесь жили яки. Яки, вот это, по берегам рек ходили яки, но это никакого отношения не имеет. Или вот есть деревня Карашур, к которой мы проезжаем, и все думали: Карашур, Караганда, это ведь родственные, Кара, черный, черная река. Ничего подобного, это оказалась река с городищем Скар, Каришкар, Карошур. Вот такие трансформации идут, они просто переламывают сознание людей и как бы вот удмуртское этническое своеобразие растворяют. Ну, у нас сейчас много говорят об этническом своеобразии, что вот город тоже должен приобретать этническое своеобразие. Ну, это что как бы какие-то меры предпринимаются, это очень медленно, поэтому будет это ведут на какое-то время и угаснет. Вот во времена перестройки, когда национальный вопрос стал подниматься как бы более активно, у нас в трамваях по-удмуртски объявляли остановки, приветствовали по-удмуртски, а сейчас это все пропало, это такая была временная. А в советское время не было этого? В советское время этого не было, потому что в советское время во-первых, спокойно к этому как бы относились, растворялось всё, считалось это
нормальной вещью, потому что была формула, что национальный вопрос у нас решен бесповоротно и окончательно. Оказалось, что, в общем-то, не решен. Эти вопросы тлеют, и это важно. И сейчас мы говорим, что вот слова такие, самоназвания, то есть названия народов, чужих со стороны обидных, их не должно быть, потому что мы это и студентам говорим, и другими сейчас, в общем-то, немножко есть сдвиг, что нельзя на единичных случаях делать какие-то обобщения, и мы не должны называть людей другой национальности обидными их названиями. Это в советское время часто чувствовалось. Мы видим благодаря, я думаю, вот скажем, в Удмуртии, благодаря крупным личностям, таким поэтам, как Флор Васильев, как бурановские бабушки, как балетмейстеру это Мамонтову и другим, мы чувствуем уважение, которое другое дело, это уважение со стороны других народов, а уважение должно перетекать какие-то в активные дела тоже. Но эти чувства есть, особенно бурановские бабушки сделали большое дело. Большое политическое дело, я мог бы сказать, потому что они скрепляют дружбу народов. Надо же. Какое интересно от вас услышать про бурановских бабушек такую оценку. Артем Федоринчик, пожалуйста, давай. Да, я просто хотел добавить насчет советского Ижевска. Ну, я думаю, тут не открою особых тех секретов, если скажу, что Валерий Кельмакович Кельмаков со своими детьми говорит по-русски. Вот. Ну и в принципе практически все, наверное, единственный, вот, кто приходит в голову, это вот Дороли, да, которая все-таки каким-то чудом в их семье язык сохранился. Потому что у Александра Григорьевича тоже удмуртский язык в семье не сильно сохранился. Он рассказывал, что Леша... Частично, да. Да, ну, я помню вашу историю, что Леша пришел из садика и, значит, сказал, что не хочет говорить по-удмуртски. Я, в общем, это, в общем, совершенно ожидаемо, потому что Кельмаков, я просто у него спросил, говорю, говорю, ну, если даже ваши дети не говорят, то зачем вообще все это? И он так грустно на меня посмотрел, говорит, ты понимаешь, что все-таки обстановка была очень нездоровая. То есть, не дай бог, там, не знаю, говорить в троллейбусе там по-удмуртски, да, или там еще что-то. Это просто, ну, настолько все это было, как это правильно называется, Это немножко так ну, оглядывались. короче, я забыл вот это, есть лингвистический термин, когда, ну, короче говоря, это очень сильно гнобит. Стигматизировано. Да, вот. И за это, и как бы он говорит, что, ну, просто ты как бы, если ты идешь по улице и с детьми говоришь по-удмуртски, говорит, ну, это настолько было вот просто тяжело тебя там, ну, как бы ты просто превращался в изгоя. Вот, и поэтому я думаю, что в 90-е даже то, что в троллейбусах стали объявлять, это уже хорошо на фоне того, что было. Вот. И, ну, в принципе, ландшафт Ижевска, он, конечно, очень мало содержит удмуртского. Там же были какие-то попытки что-то сделать, но я не знаю, честно говоря, я не сильно верю, что администрация Бричалова в этом искренне заинтересована. Ну, мы, конечно, сейчас опять уходим в политику, но я просто к тому, что ну, тут можно вспомнить еще и как бы самосожжение, да, которое не так давно произошло. Короче говоря, я думаю, что при нынешнем раскладе этого ожидать нельзя, но, может быть, времена изменят. Я просто веду, извиняюсь, я просто про Ижевск говорил, я удивился, достаточно много было, по крайней мере, на празднике, удмуртский язык использовался на транспарантах, например, на 1 мая можно было встретить демонстрантов с плакатом на удмуртском языке или в официальном оформлении, да, то есть на удивление. При том, что в целом, да, понятно, я согласен с тем, как ты это описал, эту ситуацию, тем не менее, какое-то декоративное использование удмуртского языка, ну, видимо, было там в позднее советское время, 70-е, 80-е. Ну, это хороший термин, декоративное использование, да, конечно, это есть, но не надо забывать нам еще и то, что какая политика была у нас дореволюционная, православие, самодержавие, народности, все было рассчитано на ассимиляцию. Ведь печать у нас возникла после присоединения к русскому государству, печать
Она возникла в 703 году в России, но до 905 года не было. И то до 20-х годов это было все дозировано только. А эти все с течением времени периодическая печать, журналистика все больше и больше захватывала дух людей, управляла, регулировала поведение. И это, конечно, отражается, потому что мы к тому, когда было все уже разрешено, оказывались на той грани, что почти, ну вот как я сказал, ну это как бы говорится, точка невозврата. Такие стадии переживали, видимо, и маленькие славянские времена в Европе. Вот Владимир Емельянович говорит об истории лужичан в Германии, которых, в общем-то, как бы игнорировали, а потом дали полную свободу, и все дали. И средства, пожалуйста, свободу полную, средства, но они уже не хотели быть лужичанами. Поэтому мы где-то туда приблизились и должны сейчас большие усилия значит, приложить, чтобы мы вернулись к своим истокам, чтобы мы фактор разнообразия вот языкового сохранили, потому что это важно для мировой культуры, для науки и так далее. С исчезновением языка, кажется, мы ничего не теряем, но мы что-то теряем, очень существенное теряем. И если мы как бы сознание переломим, уважение, потому что уважение удмурта к себе зависит еще от уважения со стороны удмуртов. Это должно параллельно идти. Я вот так думаю. От уважения других вы имеете в виду? Уважение других нашему Удмуртов. народу. У нас буквально позавчера презентовали книгу «Современный удмуртский язык». Приезжал ректор литературного института, и книга эта издана в Москве. И я думал, но я сказал, что если бы эта книга вышла в Ижевске, вот примерно такая же, в таком же формате, она бы произвела меньшее впечатление, чем та книга, эта же, изданная в Москве. И у нас был период, в советское время, мы как-то это не придаем значения. Вы знаете, книги издавались, было издательство в Москве, которое издавало книги на удмуртском языке для всей страны и на других языках. Центр издат народов Востока называлось это издательство. И татарские, удмуртские книги издавались, ну, издавались и в Ижевске немножко, но издавались в Москве, и эти книги шли не только в Удмуртию, а все края, все диаспоры, которые были у нас в России. Вот это удивительно. И вся чувашская газета на чувашском языке издавалась в Москве и распространялась среди всех чувашей страны. Вот дальше, когда вот в начале 30-х годов уже такие жесткие законы стали появляться, акцент делали на классовой борьбе. Эти национальные культуры замкнулись в своих республиках. Даже при моей бытности редактором журнала «Молот» шло из издата, Росиздата из Москвы указание на то, чтобы не подписывались на удмуртские журналы и газеты в других республиках. Это запрещали. В какое-то время это был какой-то совершенно безголовый какой-то закон. А как это? Да, несколько лет там просто только внутри республики так было. Вы понимаете, были какие-то вот такие уклоны у некоторых чиновников, но я понимаю, что не от природы власти, что это уже от конкретных чиновников, от бюрократизма. Что и у меня есть, где-то и в статье есть, получает редактор журнала, народный писатель Трофим Архипов письмо из издата Москвы, что нельзя ли ваш журнал издавать на русском языке? Он отвечает, что мы можем, конечно, на русском языке, на русский язык перевести наш журнал, но что скажут нам наши соседи, марийцы,
татары. А если вы хотите экономить бумагу, вы посмотрите, сколько у вас журналов отдельных по сельскому хозяйству. Вот буквально почти цитирую. У вас есть свиноводство, у вас 2-3 журнала по цирку. Вы там сокращаете. Совершенно смелый ответ. Я отстоял этот журнал и газету. Так что вот наскоки бюрократические высоких чиновников время от времени они бывают. Да. Спасибо. Так, Артем, давай. И я думаю, что это, наверное, последняя будет реплика, и мы будем Ну, заканчивать. просто как бы, когда Александр Григорьевич сказал, что надо сохранить, у меня возник вопрос. Вот сейчас, например, то, что делает Богдан Финогенов, ну, в частности, его канал Даур ТВ, и то, что делает Куара. Вот как вы оцениваете эти проекты? Они, наверное, что-то делают. Правда, редко я смотрю. Я думаю, что они резко должны качество свое улучшить, чтобы у них было много зрителей. Уровень интеллектуальный и художественный, и мне кажется, тогда люди будут смотреть. Они, ну вот я так смотрю, хотя точка зрения такая, хотя я мало смотрю их, просто времени нет. Я подумаю об этом, посмотрю больше и выработаю свою точку зрения. Хорошо, что вы поднимаете этот вопрос. Света Едыгарова, пожалуйста. Очень быстрый вопрос. Вы сказали, что позавчера была презентация книги «Современный удмуртский язык». Что это за книга? Я не слышала. Очень Антология интересно. рассказа. Дело Что? в том, что в Литинституте создана небольшая группа переводчиков, куда вошли наши же студенты, журналистики, удмуртской филологии. Про эту книгу. Мгм. Это Вера Григорьевна организовала Мгм. переводы, и они создали такую небольшую антологию, начиная с Красильникова. Мгм. Туда вошли 40 рассказов, вместе от каждого из 20 авторов по 2 рассказа. И я еще не читал этот рассказ, так просматривал, то есть сборник. Но это хорошее дело, что вот они в Москве издали, и московское издание, оно больше действует на читателей, чем та же книга, скажем, здесь. Потому что, ну, высокая культура, а потом Москва действует как бы, ну, приятно воспринимается, хотя говорят, то есть говорят, Москва слезам не верит, Метрополия. на метрополии, да, на читателей народов уважают Москву, прислушиваются и ценят то, что в Москве издается. И вот я хотел сказать насчет того, что 20-е годы, когда из Москвы шла эта литература, и Центр народов, Центр издательств народов Востока в Москве работал, и знаете, вот это я хотел сказать, но забыл в этом центре издателя народов Востока, кто работал. Вот этот Багай работал, который из педучилища Ижевска распределили в Москву. Работал Айвой-Ви, вот, работал Мусад Джалиль вместе с ними. Вот как Лабукова, Александр Токмарец. И понимаете, вот в этом издательстве варилась хорошая литература. Вместе работали представители Чувашии, Коми, Удмуртии. Вот это просто поразительный отрезок развития культуры. Это такой разбег был дан культуре, который все прервали вот в начале 30-х годов. И Центр издательства был как бы ликвидирован. А ведь это хорошая была задумка в Москве делать искусство и литературу для народов. Какой был бы расцвет сейчас, какая дружба была, какие творческие поиски. Вообще это надо бы историю написать вот этого издательства, это научного общества, которое Герц создал, как они работали, а потом вот не стали доверять этой творческой интеллигенции. И вот их как бы направили по своим республикам, и накал, культура потеряла накал, литература потеряла накал, она немножко приземлилась
Ну вот я так смотрю на эту историю. Я думаю, что, наверное, все. Наверное, все на этом. Александр Григорьевич, спасибо вам большое. Чудесная встреча, прекрасное ваше выступление. Нам очень понравилось, и было интересно, и познавательно, и как-то многогранно очень. И много разных тем возникает для будущих таких встреч. Много чего мы не охватили еще, и много о чем можно было бы отдельно поговорить. И об обществе Боляк, и о периоде жизни Герда в Москве, и таком явлении, как рабфаки, и участие удмуртской молодежи, да, учеба на рабфаках, и какое-то творчество, которое там появлялось, и так далее. И вообще архивы наших писателей, и их состояние этих архивов, наследие, судьба этого наследия. Поэтому спасибо вам большое. Мы были очень рады вас видеть и слышать. И я вижу, что люди поддерживают и пишут, что все вас благодарят. Спасибо вам еще раз. И я хочу пожелать вам жизненных сил, творческой энергии и большого здоровья. Я думаю, что все меня в этом поддержат. И мы будем рады видеть вас в таком же хорошем, бодром настроении, состоянии, готовым вот так с нами долго, интенсивно общаться в следующие много-много раз. Спасибо вам большое, Александр Григорьевич. Низкий вам поклон. Ебартычком ты ледлы тау. И тогда всем большое спасибо слушателям, зрителям. Вы все замечательные. Я вас Спасибо. тоже благодарю. Спасибо вам всем. Спасибо всем большое. И до следующих наших встреч. Аджи Шлатеч. Хорошо, давай. Тау.